Слышно? Добрый день, господа. Мы приглашаем вас на следующую панель. Меня попросили управлять этой панелью. Я Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Республике Беларусь. Я провел уже здесь 40 дней где-то в Беларуси и уже за это время узнал очень много о стране, встречался тут с представителями бизнеса и государственных структур и с нашими разными партнерами. Мне очень приятно быть на этом мероприятии. Спасибо, что меня пригласили. Я представлю наших спикеров, участников панели до того, как мы начнем нашу дискуссию. Хотел сказать, что мы дадим каждому участнику по 7-10 минут на вступительную презентацию, а потом продолжим в виде дискуссии и обсуждения. Самым отдаленным от меня справа находится Даниил Кутина, который управляющий партнер компании Цивита в СНГ. Кроме всего прочего, он уже довольно долго консультирует компании здесь, в Беларуси, и в последнее время тоже работает с Банком развития, в Совете Банка развития, который очень быстро становится довольно важным игроком на финансовом рынке страны. Но у нас тоже с ним есть кое-что общего. И он, и я вместе в разное время учились в школе государственного управления в Гарвардском университете. Затем возле него Владимир Апанасович, директор Института бизнеса и менеджментных технологий Белорусского государственного университета, который он возглавляет уже 20 лет и готовит студентов к управлению бизнесом в Республике Беларусь. Затем справа находится Дмитрий Крупский, который руководитель управления экономики и инноваций, инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь. И слева Маша Черепова, которая лично готовит социальных предпринимателей для Беларуси. Кроме того, она опубликовала интересную книгу «Это Беларусь и активно сотрудничает
сотрудничает с социальными предпринимателями Республики Беларусь. Так что единственное, что хотел сказать до того, как мы перейдем к нашей дискуссии, что я сделал маленький опрос всех участников. Ни у кого из нас нету MBA, хотя мы все чувствуем себя достаточно компетентными, чтобы поговорить об образовании, именно бизнес-образовании в Республике Беларусь. Я надеюсь, что несмотря на то, что у нас нет MBA, мы сможем квалифицированно поделиться с вами своими взглядами на этот вопрос. Теперь передаю слово господину Крупскому. Уважаемые дамы и господа, коллеги, начиная с выступления, хочу сначала поблагодарить организаторов за возможность высказать позицию нашего ведомства, принять участие в дискуссии. Я надеюсь, что это будет опять-таки способствовать тому, чтобы и власть, и институты гражданского общества будут понимать друг друга и всегда находятся. Значит, тема моего выступления посвящена характеристике, тенденции, проблемам, перспективам развития сферы бизнес-образования в Республике Беларусь. По своему функционалу я эту тему курирую, поэтому в свое время выступал как организатор бизнес-образования. Значит, и я полагаю, что действительно есть основания думать, что я кое-что в этом понимаю. Значит, поскольку у нас есть короткое ограничение, поэтому постараюсь больше обращать внимание на слайды, чтобы вы сами уже эти слайды считывали и делали определенные выводы. Значит, у нас конференция называется «Образование как права человека». Это очень символично. Почему? Потому что формирование экономики знаний прямо предполагает доступ к образованию, доступ к информации. Поэтому в этом смысле все очень даже логично. Значит, итак, первый слайд – это характеристика сферы бизнес-образования Республики Беларусь. Что из себя сегодня представляет наше бизнес-образование как система? У нас сегодня примерно 90 организаций предоставляют услуги бизнес-образования, либо выступают в качестве коммерческих организаций, либо являются учреждениями образования. И по форме собственности это тоже, в общем-то, совершенно разнородный сегмент образовательного сообщества. Там есть и частные организации, есть и коммерческие организации. В данном случае пестрота достаточно большая. Значит, мы понимаем под бизнес-образованием, значит, это, скажем так, система обучения должностных лиц, которая выполняет управленческие функции на уровне субъекта хозяйства. То есть это на уровне субъекта хозяйства конкретной коммерческой организации, на уровне места, то есть отрасли. Вот. Емкость у нас этого рынка оценивается примерно $7,5 миллионов. Это очень немного. Соответственно, если мы говорим про самоорганизацию участников, у нас есть 3 профессиональных ассоциации, объединяющих порядка 20-25 организаций, предоставляющих услуги бизнес-образования. Соответственно, основной формат – это реализация программ повышения квалификации по специальности бизнес-управления. Значит, как мы понимаем роли и задачи? В данном случае это транслировать позицию, которая сформировалась у нас в ведомстве, для чего нам нужно, собственно говоря, бизнес-образование, как вот система национальной образовательной системы. Мы понимаем, что бизнес-образование – это инструмент трансфера передовых управленческих технологий и практик из сферы науки в сферу хозяйственного управления с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики. 4 задачи. Ликвидация функциональной неграмотности, диффузия передовых управленческих технологий и практик национальной экономики, содействие управлению изменениями на микроотраслевом уровне и обеспечение перманентного роста уровня профессиональной компетентности управленческого образования. Значит, если брать тенденции, то мы сегодня наблюдаем 4 тенденции. Во-первых, у нас запущен процесс реформирования системы бизнес-образования. Год назад принята концепция развития системы бизнес-образования, которая определяет задачи, направления, инструментарий реформирования системы бизнес-образования. Во-первых, во-вторых, у нас состоялась некая структуризация участников рынка, значит, и просматривается определенное повышение организационного потенциала профессиональных ассоциаций. У нас их стало 3, хотя буквально лет 5 назад было всего лишь 1. Значит, в-третьих, у нас наблюдается сжатие платежеспособного спроса, и это очевидно на фоне того, в общем-то, кризиса, который наблюдается в экономике Беларуси, равно всем постсоветском пространстве.
И четвертое, у нас идет достаточно активное освоение новых форм и методов предоставления услуг бизнес-образования. Все-таки сжатие платежеспособного спроса обостряет конкуренцию за кошельки потребителей, поэтому хочешь не хочешь, выбор на рынок новых продуктов ускоряется. Какие проблемы? Мы видим три такие вот крупные системные проблемы. Во-первых, у нас недостаточный темп реформирования системы бизнес-образования. В этом плане, значит, здесь ключевой момент – это то, что мы идем в паре с Министерством образования, и поскольку те изменения, которые назрели, которые надлежит выполнить, обеспечить в рамках концепции развития системы бизнес-образования, в своей основе требуют изменения кодекса об образовании, естественно, до того момента, пока кодекс не поменялся, мы в этом смысле не можем принять несколько нормативных актов в развитии кодекса. Значит, второе, у нас все-таки нет внутренней консолидации профессионального сообщества участников рынка, и до сих пор по отдельным принципиальным позициям, в общем-то, отсутствие этого единства довольно сильно влияет именно на выработку каких-то согласованных решений. И третье, фактически у нас сегодня отсутствуют внутренние источники развития системы бизнес-образования. Это надо понимать так, что у нас недостаточно емкий рынок для того, чтобы предоставлять услуги бизнес-образования внутри страны. Второе, у нас недостаточно подготовленных тренеров по бизнесу, консультантов, коучей, которые могли бы, ну скажем так, предоставлять услуги бизнес-образования, заточенные под конкретный бизнес. Соответственно, все это сказывается, в общем-то, на масштабах этой сферы деятельности. Значит, что мы видим с точки зрения перспектив? Значит, у нас на сегодняшний момент есть несколько таких направлений, по которым уже обозначился успех, и которые нами рассматриваются в качестве резерва развития и роста рынка бизнес-образования. Ну, первое, у нас получило развитие стартап-движения. Практически стартап-движение – это деятельность, направленная на вовлечение молодежи и других инициативных людей в сферу инновационной и предпринимательской деятельности. Поэтому мы исходим из того, что поскольку уровень компетентности людей, которые хотят заниматься бизнесом, он должен в любом случае включать в себя навыки организации ведения бизнеса. Хочешь не хочешь, это потенциальные клиенты, значит, компании, предоставляющих услуги бизнес-образования. Здесь четко просматривается тенденция к росту. Мы вот видим, если в 2013 году у нас всего лишь 4000 участников этого рынка, которые породили, что называется, 705 или 706 стартапов, то по итогам 2015-2016 года мы ожидаем, что таковых будет примерно 18 тысяч, против 15 тысяч в прошлом году. Поэтому это все готовые клиенты для бизнес-школ, и в этом контексте, значит, стартап-движение должно рассматриваться как тот потенциальный рынок бизнес-образования. Значит, второе, что мы видим для того, чтобы расширить рынок бизнес-образования, насытить это деньгами. Значит, это запуск серии, в данном случае второе, это запуск и реализация программы грантовой поддержки сектора малого инновационного бизнеса в рамках проекта Всемирного банка по повышению конкурентоспособности Республики Беларусь. Там будут два гранта, два вида грантов. Гранты на коммерциализацию объектов промышленной собственности, где некоторые, скажем так, услуги, которые можно оплатить за счет гранта, можно, в общем-то, заказывать у бизнес-школ. И второе, это гранты на развитие инновационного бизнеса. Значит, здесь есть прямо несколько направлений, значит, вроде услуги по обучению методикам инженерно-технического творчества, услуги по обучению методикам проектного менеджмента, которые можно прямо заказывать у бизнес-школ. Кроме того, другие консалтинговые услуги, они тоже так или иначе в той или иной степени затрагивают участников рынка бизнес-образования. Исходя из того, что суммарно $18,5 миллионов, ну даже по параметрскому распределению, пусть даже за вот эти вот 4 года будет потрачено на бизнес-образование, на услуги бизнес-образования 20% от суммы гранта. Все-таки 3 миллиона, это 3600, это как бы то ни было, ну, на нынешний период, когда рынок 7,5 оценивается, ну, считайте, значит, все-таки 10-15% роста он обеспечит именно за счет средств грантовой поддержки.
Конец третий – это запуск и реализация серии проектов международной технической помощи, над которой мы активно работаем. Эти проекты, они сейчас на уровне проектных инициатив, они обсуждаются в различных международных организациях, и фактически суммарно это еще порядка $5 миллионов США в эквиваленте. Все эти проекты, они предусматривают образовательную компоненту, причем с четкой фокусировкой на развитии инновационного предпринимательства. Потому как все-таки мы четко понимаем, что именно инновации сейчас являются тем резервом, который реально способен повысить способность экономики. Так, ну вот, собственно говоря, если кратко, все, что я хотел сказать. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, господин Шумский. Уважите. Уложились, да. Уважаемые коллеги, хочу прежде всего сказать благодарность руководству. Действительно, это очень интересная, важная и своевременная инициатива собрать заинтересованных людей, которые работают в разных направлениях образования, с тем, чтобы создать такую площадку, дискуссионную площадку, которая позволит реализовать какие-то направления очень перспективного развития. Хотел в своем выступлении прежде всего рассказать в большей степени о состоянии дел в области бизнес-образования и, может быть, о некоторых особенностях, именно белорусских особенностях, связанных с развитием бизнес-образования. По сути дела, бизнес-образование в нашей стране началось в 1996 году, когда начали создаваться первые бизнес-школы. Получилось так, что именно в этом году был открыт и наш институт, Институт бизнеса и менеджментных технологий. В стране вообще-то не было бизнес-образования, и, наверное, было очень, так сказать, правильно сделан первый шаг по активному привлечению партнеров, зарубежных партнеров, которые, в общем-то, достигли уже значительных результатов в формировании целой системы бизнес-образования. Таким партнером для нас стал Университет Колорадо, США, и, в общем-то, мы пошли по пути действительно в какой-то степени копирования того и контента, и организации академического процесса. На то время не было учебников, поэтому мы начали обучение на английском языке с помощью наших партнеров и, в общем-то, параллельно готовили наших преподавателей. За 20 лет институт прошел довольно такой активный и очень ответственный путь. У нас сейчас обучается около 3000 человек на различных программах. Мы не ушли совсем, а начали развивать русскоязычные программы, но наша англоязычная программа по-прежнему существует, и 3 года назад мы открыли англоязычную программу бакалаврской подготовки по специальности бизнес-администрирования. Несмотря на то, что наша система образования отличается от западной системы образования, я хочу сразу сказать, что мы с первых дней не отступали от тех правил, которые были приняты в американских бизнес-школах. Да, с помощью нашего министерства мы согласовывали вот эти все технологические моменты, то как пилотные проекты, то как какие-то изменения, которые вносились постоянно, в том числе и в кодекс образования, и мы видим вот последние предложения, которые сегодня были озвучены и которые вообще-то найдут место в настоящем новом кодексе, или так, в новом варианте кодекса. Конечно, это, в общем-то, те вещи, которые мы уже очень давно работаем, и, по сути дела, в какой-то степени это была апробация от организации, прежде всего, учебного процесса. Если говорить о нашем институте, то у нас есть разные уровни образовательных проектов. Это уровень специалиста и бакалавра, уровень магистратуры и, в общем-то, довольно насыщенный, довольно такой значительный сегмент. Это
это переподготовка и повышение квалификации. Хочу сказать, что около 60% всех обучающихся в нашем институте это люди, которые приходят к нам, имея высшее образование. То есть это говорит, конечно, о многом. Это говорит об той ответственности, которую берет на себя институт, потому что взрослые люди, которые приходят, они, в общем-то, требовательны, они приходят для того, чтобы получать, в общем-то, компетентные знания, которые позволяют им просто на следующий день приходить на свое рабочее место и, в общем-то, решать практические проблемы. Для того, чтобы и распространять, и, в общем-то, стимулировать развитие бизнес-образования, где-то около 10 лет назад мы создали Ассоциацию бизнес-образования. Буквально на прошлой неделе, в четверг, мы приняли еще 3 члена в нашу ассоциацию, и у нас стало 18 вузов. Это практически 90% всех вузов, которые в нашей стране предлагают специальности в области бизнес-образования. Ассоциация работает активно, мы ежегодно проводим различного рода форумы, мероприятия. Ну и, в общем-то, на каком-то этапе мы увидели, что есть какие-то проблемы, которые бы мы хотели решать в рамках такой государственной политики. Наше Министерство образования, в общем, заботится о всех. Заботится о всех примерно одинаково. Но учитывая тот потенциал, который заложен в бизнес-образовании, это, будем говорить, некая передовая образовательная мысль, которая может становиться локомотивом и для других образовательных проектов с точки зрения внедрения современных технологий обучения. Мы вышли с инициативой о разработке концепции бизнес-образования в нашей стране. Такое решение было принято Советом министров и было поручено Министерству образования и Министерству экономики разработать такую концепцию. Может быть, к счастью, Министерство образования в этом процессе заняло позицию, так сказать, некого наблюдателя, а вот Министерство экономики активно откликнулось на вот это предложение и, в общем-то, стало фактически автором той концепции, которая была принята летом 2015 года. И Дмитрий Марьянович, который здесь присутствует, действительно руководит этим процессом, занимая вот ту ответственную должность в Министерстве экономики. И я думаю, что вот результаты, сейчас мы фактически приступаем к практической реализации этой концепции в рамках того плана мероприятий, который был рассмотрен. И, в общем-то, это будет такой, на пользу прежде всего всем участникам рынка бизнес-образования в нашей стране. Какой основной, у меня как руководителя бизнес-школы, конечно же, основной вопрос – это качество подготовки наших выпускников. Безусловно, мы проводим массу различных мероприятий, и мы видим те проблемы, которые у нас существуют. И, конечно же, один из инструментов очень важный для нас, который мы видим и который мы используем очень активно, это вовлечение или вступление или работа в международном образовательном пространстве. Но без этого просто невозможно. Благо, бизнес-образование не имеет национальных принципов. Бизнес-образование – это имеет международные стандарты. Если хочешь работать здесь, значит, ты должен к этим стандартам следовать. Поэтому для нас, конечно, очень важны двойные дипломы, проблем, которые есть, по крайней мере, в нашем институте, это уровень компетенции преподавателя существует. Понятно, что если мы имеем какие-то гранты, есть какие-то возможности обменов, то мы стараемся, чтобы вот это мы всегда начинали с преподавателей. Может быть, еще, в общем-то, один
Мы не хотим отправлять наших студентов на практику, на те предприятия, где, в общем-то, бизнес поставлен не на хорошем уровне. То есть мы просто демотивируем наших студентов. Поэтому вот здесь таких вот хорошо организованных, продвинутых предприятий, к сожалению, не так уж и много. Благодаря вот нашим польским партнерам нам удалось наладить очень интересную программу, и мы очень счастливы, рады этому. Мы ежегодно посылаем порядка 20-30 наших студентов в Польшу на практику, на предприятие, на польские предприятия. Конечно, очень хорошо. Около 50 человек мы ежегодно отправляем на стажировку в Германию. То есть, опять, это фактически те конкретные примеры, когда наш бизнес-специалист будущий получает очень такую достойную возможность поработать или поучаствовать в бизнес-проектах на предприятиях за рубежом. Но мы в этом направлении сейчас активно работаем. Институт инициировал создание кластеров, что-то новое немножко для нашей страны. Мы, в общем-то, прорабатываем какие-то варианты развития, такого практического, что ли, воплощения развития бизнес-образования с активным участием предприятий индустриального сектора экономики. Ну вот, в целом, небольшая информация, которая может вам позволит сформулировать те вопросы, на которых мы, наверное, потом в дискуссии и остановимся. Спасибо. Спасибо большое, господин Афанасович. Маша Черякова. Oh, you need to speak. Okay. So, should I introduce you in English as well? You will speak in English. So, мы перейдем на английский язык. Сейчас те, кому нужны наушники, пожалуйста, переключитесь. Я представлю Машу тоже на английском языке. Маша Черякова, entrepreneur, writer, you already introduced, and she has a presentation to be delivered in English. Hello everyone. What social entrepreneurship? So, as you know, my name is Masha Sheikova. The most important, what I would like to tell you is that I have a mission, and my mission is to educate social entrepreneurs here in Belarus. Actually, to educate 300 social Belarusian entrepreneurs here in Belarus in the coming years. Another mission of mine is to develop a healthy ecosystem for social entrepreneurs. This is a big challenge, but I'm willing to take it. So, for the ones who don't know what social entrepreneurship is, I will explain it briefly. It's basically a different a different way of doing business. So there's not one unified definition of social entrepreneurship in Europe and in the whole world. However, there are a couple of characteristics that that people recognize. So one of them is that a social enterprise always has a social, cultural, or environmental mission. So that's their main core. They earn partially their income via trading, and this differentiates them from associations or charities. And another one is that what differentiates them from
standard business is that they reinvest this money back into the organization to accomplish their social mission. So the consequences of being market-oriented is that they are customer-oriented. So they like any other standard business, focus on selling a needed product or service. They're disciplined like any other entrepreneur, but a very important factor is that they're innovative. So they have to compete with standard businesses that can often offer a low price for a product. So they have to be special. I will give you two examples. One is the Fairphone, for example. The Fairphone is a Dutch social enterprise that sells a smartphone. You can see on the screen it looks like a normal smartphone. However, it's special. It's a social enterprise that saw a problem in the way that consumers wasted precious materials in the phone by throwing it away. So once your phone does not work, you throw it away. The Fairphone does that differently. The phone consists out of modular pieces. So once your battery is broken or whatever, you go to the shop and they replace this piece. So you don't have to throw away the whole phone. And another problem that they saw is the working conditions of the people that usually make a phone. And therefore they're very responsible in this whole cycle of offering good working conditions to the people that actually make phones. Another example is Tom's. Tom's, I don't know, does anyone know Tom's shoes? No? No one? So Tom's shoes are very beautiful shoes, good quality, good price, but it's also social enterprise. Why? Because it has a very specific way of convincing a consumer to buy their shoes, and that is the one-for-one principle. So if you buy a pair of Tom shoes, you donate automatically a pair of shoes to people in need of a pair of shoes. So this one-for-one concept is right now being really popular among social entrepreneurs. Tom's does this as well with glasses. So they sell sunglasses in their shops in the developed world, and they donate also money for normal glasses to people in need of glasses. And they develop also the eyesight, so of people in need. So why is social entrepreneurship important? First of all, it's a new and sustainable path to address most pressing challenges. Secondly, it's an example to all. And why is that? Because you, like many social entrepreneurs, are raising public awareness. So for example, when Tom started their enterprise, they had a social mission, but what they did as a consequence to it, they raised public awareness that these kids had problems with the feet. They were getting disabled or some other problems. The same happened with the Fairphone, and actually the same happens with a lot of social enterprises. Another one is inclusive growth. So you basically make people aware that they are responsible for their own lives and the lives of other people. And another one is that social entrepreneurs deliver solutions that the state can often not deliver. Because social entrepreneurs work in a market economy and they can offer quick solutions to an urgent problem. They also connect different stakeholders and sectors together, which is also a very important aspect of social entrepreneurs. From the business side and from NGO sides. So
social entrepreneurship in Belarus. Right now, there's not really a study done about this topic. However, one recent study is from Office Democratic Belarus. That they pointed out that there are around 200 social enterprises in Belarus. 90 of these social enterprises work in the sector of employment of people with disabilities. So the other sectors are not being served in the sense, like in Holland, for example, there's a lot of social enterprises within the environmental NGOs, among local private initiatives, like Talaka and MySense and a Social Weekend. So let me tell you a little bit about my own experience with social entrepreneurship and how I promoted, how I tried to develop social entrepreneurship in Belarus. So in 2013 I moved back to Belarus. I was born in Belarus, raised in the Netherlands, and came back to Belarus to promote social entrepreneurship. And I started, what I saw is a very big need among the people, the connection that I had. People wanted to support or to help other people. They saw a big need, and the big need was especially in supporting people with disabilities. They saw that, for example, the accessibility was a big problem, but many other problems as well. But they didn't know how to address that. So I decided, what if I start a training program for social entrepreneurs and help them to start their social enterprise in this way, make it a sustainable way, help others in need. So this is what I did, and entrepreneurs, out of which 30 are now still building their social enterprise. And we also organized a business trip to the Netherlands, where they met with Dutch social entrepreneurs. And this helped them building connections, building network, which are still very valuable for their business. So examples of Sockstarter are Mivia. Mivia works on the accessibility of buildings for people with disability. So they are partially an architect bureau who make sure that the buildings that have only stairs are also provided with another way for people in a wheelchair that they could access them. TIES, basically their mission is a big mission is to prevent brain drain. And it's a private initiative of two guys, and Kalilaska. I don't know, maybe someone knows Kalilaska. It's a charity shop. So they collect clothing and sell partially, so they collect old clothing, sell it in their shop, and the rest of the clothing they donate to children, people in need. So lessons learned during Sockstarter is that a lot of focus was on people with disability. A lot of the participants had a hard time selling and marketing. So they are more social people, people that really are very close to the problem, but they lack this business mindfulness. So there's a big need for more and better education programs considering social entrepreneurship. So after that I was not finished because I saw a big need, and I partnered up with 3 NGOs. One is the Network University, it's a Dutch NGO, which offers an online education platform. Also an offline education. The partner for offline education was ODB, Office Democratic Belarus, and a local NGO here in Belarus, New Faces. So together with them, we built
Biz for All education platform and training program. The goal, the mission of this Biz for All training program is to educate 300 social entrepreneurs in the coming 3 years by, first of all, the online education. So, offered by TNU platform, our participants go through 27 online modules in 9 months' time. It's based on a lean startup methodology, so it's experimental. That exists out of 4 phases. So you first have ideation phase, customer development, customer validation, and building of your social enterprise. What makes this this program unique is that it's accessible for regions. So we have, for example, over 40 of our participants are not from Minsk, and also it's accessible for people with disability. Then we have an offline education. We offer training programs, and for every training we invite international trainers to come and give training. It's also competition because at the end of the cycle we give grants away. We are very much sales and marketing focused because that's what the big problem was that we saw do Zogstarter. And another very important component is that we include diaspora coaches to this program. So we found 24 Belarusian diaspora coaches. So these are experienced managers and entrepreneurs, Belarusians who left the country over 5 years ago, so they have international experience. And they coach 3 to 4 teams. So they share their knowledge and their network. And why did we choose Belarusian diaspora coaches? It's because they know the local context more than any other international mentor would. But they also speak the language, which was a big barrier during Zogstarter. They coach them for 9 months, and then we invite our Belarusian diaspora coaches to come and visit their teams, and hopefully this could contribute to maybe foreign investment, maybe some joint ventures. So there's potential that we are right now trying to explore. Why is this important? Because it's international cooperation, which is important for Belarus. It's a combination of high tech and high touch, which is very attractive for the youth. And it's creating a sustainable social orientation. Because why sustainable? Because it's social entrepreneurs generate income, which makes them sustainable. They operate in a market. And of course, what is very important is the start of building an ecosystem for social entrepreneurs. That was it. Thank you. Thank you very much, Masha, for this very interesting presentation. We are going to switch to Daniel Kurtsina for the last presentation, and we'll begin a conversation afterwards. Спасибо за слово. После столько рекламы для собственных проектов я, наверное, буду скромнее чуть поделиться некоторыми просто наблюдениями, которые у меня с седьмидневной работы. Здесь представляю для Беларуси структуры консалтинга. Мы уже 8 лет работаем на белорусском рынке. Мы также работаем в странах Прибалтики. У нас здесь в Беларуси около 100 человек. И то, что хотел сказать с точки зрения, во-первых, наблюдения по набору кадров. У нас стандартизированные тесты по всей группе компаний, да, и для Прибалтики, для
Беларуси, для Украины, Молдова и страны одинаковые. То, что бросается в глаза, касающиеся белорусских кандидатов на уровне аналитиков, то у них очень сильные аналитические навыки. Значит, когда из 100 баллов у нас в Прибалтике в среднем народ набирает 52, то это в Беларуси 61, что вообще это очень большое достижение. И у нас даже бывало, что в Беларуси один человек набрал там 98 баллов, что там близко к гению. Да? Я был бы рад, если у меня было 60. Вот. С другой стороны, то, что мы наблюдаем, что у белорусских кандидатов очень слабо развиты коммуникационные навыки. Они не знают, как выступать, они не знают, как отстаивать, формулировать собственное мнение. Они не знают главным образом, как себя продавать. Что в первую очередь потери для них и для страны тоже. И также того, кого мы нанимаем выше уровня, как проектных менеджеров, там почти все это, если они белорусы, то они учились и получили какое-то образование за границей. Да? Что задает вопрос, почему те белорусские образовательные институты, видимо, не создают ту базу, которая нужна, чтобы действительно быть консультантом международного масштаба. Вот. У нас в IT это все еще немножко реже, я, может, скажу чуть провокационно. У нас айтишники, которые сидят в Беларуси, они сами говорят: смотрите, мы здесь черные, мы делаем там аналитические работы, да, мы хорошие кодеры, но нас продают за хорошие деньги прибалтийские коллеги. Да. Они там белые, они с хорошим видом жительства в Евросоюзе, да, как такой хороший сайд-эффект. И в принципе, кто может, последняя тенденция, наверное, которая есть и которая, на мой взгляд, очень большая опасность для страны, это то, что в принципе все кадры, которые умеют себя на международном фоне продавать, они там уезжают куда-то ближе к Европе. В Беларуси оставляют лишь то бэк-офисной инфраструктуре и тех людей, которые не имеют навыки напрямую договориться. Да? Наши прибалтийские коллеги в этом случае очень большие молодцы. Они всегда хорошо умели быть с посредниками, продавцами. И, наверное, такие страны, как Литвы, жили бы гораздо хуже, если в Беларуси было бы нормальное бизнес-образование и люди могли бы договориться напрямую. Что касается бизнес-школы, то, на мой взгляд, в Беларуси не все так уж плохо. Есть здоровая конкуренция между частными и государственными бизнес-школами. Из частных, которые не присутствуют здесь, но на справедливость я бы хотел их назвать. Например, это бизнес-школа IBM, это такие школы, как ключевые решения. Здесь и сейчас, которые, больше всего там бизнес-образование тех людей, которые уже работают, executive education предлагают. Бывает даже сильные ссоры с государственными структурами, я слышал, да, кто их сертифицирует и так далее. Но, на мой взгляд, есть есть даже элементы конкуренции, о котором я уже радуюсь, потому что, когда во многих других сферах смотришь, в том числе и работа с международными донорами и грантами, то в такой маленькой стране, как Беларусь, очень быстро формируется монополия. Да? И на монополии качество, как мы знаем, всегда страдает. Но то, что точно не хватает в Беларуси, это какой-то институт, который бы мог быть флагманом или такой маяк, lighthouse, который производил бы элитных кадров, которые действительно могут работать на международном уровне. Такой, как в России была создана школа Сколково,
то, что, например, в Прибалтике, на мой взгляд, это Стокгольмская школа в Риге. У нас почти половина наших топ-менеджеров в консалтинг бизнесе закончили именно эту школу. Вот. Хотя, с другой стороны, может быть, этого и не надо, потому что помимо сферы IT, когда мы в консалтинге работаем с белорусскими местными компаниями, то обычно в других странах очень большая угроза, что когда наши ребята сделали хорошую работу, что они остаются у клиента. В Беларуси, помимо сектора IT, я такой угрозы с редкими исключениями вообще не вижу. Я вижу очень мало компаний, которые в состоянии, скажем, таких хороших кадров международного уровня в себя интегрировать. Потому что, еще это немножко тезисы, да, провокационного характера, который должен, может быть, заставить чуть подумать, что в стране, в которой нет реформ, зачем в ней элитное бизнес-образование? Или представьте себя, что там, не знаю, выпускник такой школы пошел поработать, не знаю, какое-то государственное предприятие за соответственную зарплату. Поэтому, наверное, нужно эти вопросы все решить в комплексе, где я точно не уполномочен. Но то, что мы сейчас немножко собственной рекламы, то, что мы сделали в рамках своих возможностей, это даже не я, а скорее сотрудники моей компании. Мы с Банком развития создали такую маленькую академию, которая называется Bridge Academy, где мы преподаем те практические навыки, которые в белорусском образовании, видимо, недостаточно. И это правильно делать презентации, питчи инвесторам, правильно делать маркетинг, анализы, правильно, в нашей школе приходят люди, которые из практики рассказывают. И она идет сейчас во втором цикле, и в какой-то момент на прошлые занятия мы очень удивились, что как-то аудитория расширилась в 2 раза, и люди стали постарше. Но оказалось, что Банк развития просто не уведомляя нас, извините за русский, загнал туда те люди по программе среднего и малого бизнеса, где они устали от плохо подготовленных документов и бизнес-планов, их загнали к нам, что я, в принципе, принял в определенной степени как комплимент. На этом, наверное, останавливаюсь и надеюсь, что у нас будет время еще на интересные дискуссии. Спасибо. У нас была очень интересная дискуссия, у нас довольно широкий диапазон участников, начиная от правительства, заканчивая организованным, сказать, университетом, академической средой Республики Беларусь, до социального предпринимательства и как бы традиционного, скажем, предпринимательства, коммерческого. Но я использую свою прерогативу, так сказать, будучи руководителем этой панели, я бы хотел тоже сказать 2 слова, что в Европейском банке реконструкции и развития мы тоже пытаемся поддерживать, так сказать, образование для предпринимателей. У нас есть уже долгое время программа поддержки малых и средних бизнесов, где мы каждый год советуем где-то 70 предпринимателям, как помогаем им реформировать, улучшать свой бизнес. И кроме того, что мы даем им поддержку, мы таким образом стимулируем рынок консультационных услуг в Беларуси. И мы подготовили довольно много консультантов, людей, которые советуют предпринимателям уже здесь на местах. Тоже мы привозим сюда консультантов мирового класса, которые общаются здесь и как бы эту информацию передают. И мы, конечно, сейчас обсуждаем уже в рамках нашей новой стратегии разные возможности привлечения
наших вот этих знаний, людей, для того, чтобы помочь, может быть, даже и другим государственным организациям развития и так далее, тоже усилить их умение, возможность создавать проекты. Ну а теперь, до того, как мы откроем дискуссию, я хотел немного еще один вопрос задать нашим участникам. Я вот отмечал себе вещи, которые кроме формального образования люди, участники называли. Это стажировки, коучинг, институт менторов, образование онлайн, коучи из диаспоры, затем что еще? Умение использовать мягкие квалификации, так называемые soft skills, которые, может быть, иногда не передаются просто в виде образования формального, умение правильно аргументировать и так далее. Многие эти вещи передаются, может быть, путем неформального образования, а другими путями. И я хотел бы задать вопрос всем участникам, кроме формального образования, бизнес-школы и так далее, что еще вообще мы, международная организация, правительство, общественные организации, такие вот, как, которые присутствуют здесь, международная диаспора, что еще можем мы сделать, чтобы стимулировать развитие? Может быть, у вас есть какие-то еще идеи до того, как мы откроем для всех нашу дискуссию? Значит, ну смотрите, если брать ситуацию такой вот глобального, системного уровня, значит, нас бы вполне устроило, чтобы количество преподавателей, которые могут готовить кейс-стадии, например, да, которые пришли из бизнеса и которые, скажем, способны передавать опыт в качестве менторов, множилось. Поэтому с точки зрения организационной и с точки зрения там, создания условий, концепция как раз на это дело и нацелена. То есть, по-хорошему, если все это будет добросовестно выполнено, то есть все вот эти там, пункты плана, которые приложены в концепции, да, понятно, что система превратится в совершенно иную, и, в общем-то, проблема функциональной неграмотности управленческого персонала в значительной мере будет решена. Но я хочу обратить ваше внимание еще вот на такой момент. Значит, ведь, понимаете как, темп изменений, которые происходят в глобальном мире, да, он столь большой, что даже, в общем-то, те практики, которые используются в ведущих бизнес-школах мира, да, зачастую далеко не успевают за этим. И тот же самый кризис программы MBA, как ключевой программы научения бизнесу, он же тоже очевиден, и, по идее, это у нас еще там новинка, у нас это довольно дорого, престижно, но я вполне допускаю, что мир упрется в том, буквально там 5-7 лет, что надо использовать другие какие-то способы, инструменты обучения. Почему? Потому что для меня, например, совершенно очевидно, что формальное образование мы себе все больше и больше желаем. Причем безотносительно, будто это там образование, получаемое там частных организаций или там государственных вузов. Я для себя четко понимаю, что только самообразование позволяет мне там поддерживать какой-то более-менее приемлемый уровень компетентности. Никакие прохождения самих образовательных программ совсем не дают. Ну, в данном случае это мой личный опыт, поэтому не беру на себя смелость утверждать, что это так вот категорически всех касается. Ну, так. I will also speak from my experience. I think it all starts with the youth, younger generation. If they, for example, in the Netherlands, it's a very small example, but the Dutch have this trading mentality, right? It's in their core, in their mentality. But it also, for example, we have King's Day, where also small children go on the street and they sell their old stuff. It's a market. It's a good example that prepares the children or gives them an experience in communicating with other people, in selling their stuff. It's very small, but it does contribute to this mentality of selling, of marketing. And I think that might also be an inspirational case for Belarus.
системного анализа. И вообще в таком глобальном предмете системный анализ есть такая теорема Эшли, которая говорит вот о чем, что уровень функций выполняемой системы не может быть, или сложность функций выполняемой системы не может быть выше сложности самой системы. Применительно к образованию уровень компетенций, которые получают выпускники, не может быть выше уровня компетенций, которые обладает сам вуз. Поэтому вот Курцина задал, Даниил, который я хорошо знаю, задал, как он назвал, провокационный вопрос. Зачем элитное образование в нашей стране? А я считаю, что это спасение для нашей страны элитное образование. Давайте посмотрим пример Кореи. Ну, кто знал о Корее 30 лет назад? Отсталая очень страна, которая, в общем-то, даже не рассматривалась в рейтингах по каким-то там критериям. И в одно время лидер этой страны, который провозгласил и поддержал, все вкладываем в образование, все вкладываем в компетенцию людей. Вы знаете, какие мощные программы образовательные в Корее были? И посмотрите, какой результат. Сейчас Корея на первых строчках по рейтингам. Поэтому вот Александр спрашивал, что могут сделать международные организации или фонды, если они хотят действительно, чтобы Республика Беларусь была достойным игроком в разных областях. Конечно же, на первом месте должна быть подготовка образования в нашей стране. Еще и это потому, что, в общем-то, к сожалению, в нашей стране недостаточно средств для того, чтобы вот такого рода национальные программы провозглашать. Провозглашать у нас всегда провозглашают, но действительно вкладывать реальные средства для того, чтобы уровень компетенции наших выпускников и, прежде всего, в таком управленческом компетенции он мог быть значительно выше. Спасибо. Я думаю, в зале есть люди минимум настолько же умно, как мы здесь, поэтому я бы хотел отдать свое слово первому, который хочет выступать с разрешением нашего модератора. Хорошо, конечно. У нас есть еще где-то 20 минут, так что, пожалуйста, переходим к вопросу. Так сложилось, я рассказывал вопрос, который получил ссылку в Германии, то есть за рубежом, и мне посчастливилось участвовать в аккредитации моего университета в сфере бизнес-образования, то есть Министерство образования Германии или архитектуры программы, открывающиеся в ВУЗе, и должен сказать, что половина из аккредитующих наш вуз были студенты из такой же программы MBA из других городов Германии. При этом вопросы, которые они задавали, касались перспектив трудоустройства, ну и многих вопросов, связанных с между связью нанимателей и программы обучения. Так вот, у меня в связи с этим есть такой вопрос. Я думаю, что я надеюсь, что это у нас в Беларуси есть, поскольку исследования не требуют никаких дополнительных финансов. Есть ли идем по этому пути, при котором в аккредитации, это наверняка, потому что аккредитация со стороны Министерства образования принимается, участвуют вузы, участвуют студенты и могут таким образом оказывать влияние на то, чтобы те компетенции, которые приобретают студенты, соответствовали рынку труда. И мой вопрос адресую профессору Насовичу. Я совершенно конкретно отвечу на ваш вопрос. Месяц назад наш институт проходил аккредитацию и аттестацию. Тоже своего рода аккредитация. Мы аккредитовали специальности, которые мы открыли, и, в общем-то, аккредитация дает право на выдачу государственного диплома от имени
Министерства отдельных государственных, да. И аттестация это на тип вуза. То есть наш институт является институтом в рамках тех требований, которые выставляет наше Министерство образования. И вот этот процесс проводил Департамент по контролю качества. Тот государственный орган, который уполномочен это делать. И впервые мы проходим такие рода процедуры довольно часто. 5 лет на тип, как на каждую специальность, почти там год, раз в 2 года точно тут надо приезжать. Так вот, хочу сказать, что впервые в состав аккредитационной комиссии, это порядка 20 человек, были студенты других вузов. Поэтому то есть это уже тот конкретный факт, который говорит о том, что будем так говорить, явочно присутствует вузы. Другое дело, насколько они вовлечены в этот процесс, насколько они заинтересованно подходят к этому. Но можно рассматривать как эксперимент. Я думаю, что действительно студенты должны участвовать не только с правил, которых опрашивают. У нас всегда студентов опрашивают, преподаватели отдельно опрашивают, то есть эти процедуры проработаны, но, в общем-то, студенты должны, конечно, иметь некий такой решающий голос при обсуждении и при выработке окончательных решений, которые потом дают основания получать вот эти соответствующие сертификаты, которые подтверждают аккредитацию и лицензирование. Здесь несколько вопросов. Андрій, хочу додати політичну аналітику. У мене питання до господара Дмитрія Крупського, який консультує наших радових економістів. Уже цілим годом наблюдається така цікава картина, що радові економісти, наприклад, господар Кирилл Грудер, який був недавно відправлений амбасадором Китаю, опошній виступ так само був на Мінській форумі недавно, ви так само кажется ведь часто, что у нас в Беларуси есть экономический кризис. Разом с тем, кожные 2 тижні выступая с подаром Лукашенко и заявляя, что у нас никакого кризису немає, тільки дурень в Беларуси не може заробити до 100 грошей. Так ось, як ви відчуваєте, можете ви сказати, коли влада колись буде консолідована тим, що у нас є великі проблеми в економіці і що треба міняти, що тоді треба бути і бізнес-едукації, і інші розрухи. Значит, ну вот, если бы это было лет 25 назад, обычно ответ бы был такой, что я на провокационные вопросы не отвечаю. Значит, мне тяжело что-то сказать из-за руководителя нашей страны. Почему? Потому что все-таки госаппарат достаточно большой, и я не вхожу в число ближайшего окружения нашего руководителя страны. Да? Я не знаком с Кириллом Грудером. Поэтому мне тоже что-то трудно говорить. Нейронные дорожки мозга у всех разные. Вот. Но я могу высказать сугубо свое частное мнение, тем более, что ваш вопрос, в принципе, не по теме нашей дискуссии. Вот, мое мнение следующее. Я действительно убежден в том, что у нас действительно системный кризис. Он связан с тем, что довольно большое количество отраслей, они базируются на тех технологиях, которые уже выработали свой ресурс. То есть жизненный цикл их практически завершен. И выпускать конкурентоспособную продукцию они не могут. Соответственно, это прямо сказывается на том, как вот они, так скажем, формируют добавленную стоимость, которая в конце концов воплощается в объеме валового внутреннего продукта. Вот. Значит, это довольно может быть непросто сказать и признать. Поймите, как бы это сказать корректнее. То есть, чем отличается чиновник от независимого наблюдателя, от других лиц, которые не обладают реальной властью? Тем, что он несет ответственность за те решения, за слова, которые он при этом озвучивает. Вот в этом разница. То есть,
Поэтому я понимаю логику, например, нашего президента в том, что, ну, опять-таки, вот само признание того, что кризис, это уже признание того, что у нас не все благополучно. Это, соответственно, определенным образом сказывается даже в смысле, ну, скажем, мироощущения людей. То бишь, вот как так? Все было нормально, а теперь вдруг резко ненормально. Вот. Другое дело, что я хочу обратить ваше внимание вот на что. Когда-то Фердинанд Фош, это маршал Франции, сказал так, что победа лишь только тогда становится победой, когда проигравший признает свое поражение. И вот до тех пор, пока у человека, который принимает решение, сохраняется воля к победе, и когда человек хочет изменить ситуацию к лучшему, до того момента, ну, значит, ситуация не проиграна и не потеряна. А в этом плане все-таки воля к тому, чтобы ситуацию поменять, а сложившаяся система хозяйственного управления, она по определению ориентирована на ручное управление. Значит, это требует значительных усилий и, опять-таки, политической воли. И в этом смысле вот те решения, которые последний год, 2015-2016 принимались, они свидетельствуют о том, что, ну вот, опять-таки, я думаю, что до конца года выйдет программа социально-экономического развития, она будет утверждена указом президента, и госпрограмма инновационного развития. Тот набор мероприятий, который там заложен, даже с точки зрения, ну, так скажем, либеральных экономистов, он вполне способен при, опять-таки, воле к тому, чтобы это все решить, поменять ситуацию к лучшему кардинально. Ну, если вас такое удовлетворит, я буду рад. Владимир Дунаев. Я опять вынужден обратиться к господину Крупскому. Но прежде маленький комментарий по поводу вопроса участия студентов в оценке качества в целом и аккредитации. Действительно, вот это эксперимент, который, к сожалению, пока не имеет некого правового обеспечения. У нас нет нормативной базы участия студентов в оценке качества. Вот это то, что, кстати, в дорожной карте записано, является одним из стандартов, который должен быть имплементирован. Но пока мы не слышим о том, что этот стандарт как-то так продвигается в плане имплементации. Да. Но то, что неформально они начинают привлекать студентов, это само по себе хороший знак. Но я все-таки вот к господину Крупскому обращаюсь. Вот я услышал здесь слова, которые меня бесконечно порадовали. Когда вы говорили о кризисе вообще системы формального образования, и о том, что очень многие рецепты, которые мы выслушаем, включая то, что касается дорожной карты, Болонского процесса, это такие уже не вполне своевременные попытки как-то модернизировать эту систему. Ну и я совершенно согласен с тем, что, ну, вот, явно высказанное суждение о том, что, ну, по сути дела, формальное образование – это монополия на распределение социальных статусов, которые, вот, да, держатся благодаря, так сказать, вот такому государственной лицензии, да, так сказать. Вот. И вы сказали о ценности самообразования, неформального образования. Но вот в том числе и в рамках Болонского процесса есть такая проблема, как проблема сертификации результатов неформального и информального образования. В Беларуси, к сожалению, этот вопрос даже в рамках дорожной карты никаким образом не затрагивается. Это тоже очень тревожно. Беларусь получала до этого некого рода упреки по поводу того, что в рамках Лиссабонской конвенции, где тоже, так сказать, эта тема есть, никоим образом не наблюдается прогресса. Вот вы, как представитель Министерства экономики, считаете ли вы, что вот какие-то механизмы сертификации неформального и информального образования необходимы, и что для этого надо сделать в первую очередь?
Значит, мне опять, получается, приходится отвечать за того парня, в данном случае за Министерство образования. Значит, поэтому я отвечу лишь только за то направление, которое курирует, то есть за бизнес-образование. У нас в концепции формирования развития системы бизнес-образования есть пункт плана, который прямо предполагает развитие системы добровольной сертификации. То есть суть в чем? Суть в том, что вот эти вот три сейчас существующие профессиональные ассоциации участников бизнес-образования, они будут разрабатывать систему, скажем так, добровольной сертификации, как бизнес-школ, так и, соответственно, скажем так, тех образовательных программ, которые эти бизнес-школы реализуют. Вот это, по сути своей, позволит, скажем, и обеспечить некую конкуренцию, и второе, позволит, соответственно, подтянуть качество тех образовательных продуктов, которые входят на рынок. Что касается более широкого вопроса, опять-таки я могу высказать только свое личное суждение, которое не относится к позиции министерства, потому как это не наш функционал. Я согласен с тем, что там довольно много чего надо менять. Другое дело, что все опять-таки упирается в то, что надо, чтобы были люди, которые понимали, что нужно делать. И второе, это, имелась некая воля к тому, чтобы эти изменения делать. Потому что на самом деле, поверьте, я не знаю, может быть, у вас складывается иллюзия, что аппарат — это единое целое, госаппарат — это большое единое целое, которое действует в одном порыве каком-то таком. Нет, в том-то и дело, что каждое министерство реализует свой функционал, видение у сотрудников каждого ведомства тоже достаточно различно. И вот когда есть правильная позиция, правильный взгляд, конечно, это, скажем так, ускоряет принятие и реализацию таких решений. Более того, вот в этом смысле я хочу привести пример нетипичный. Вот когда-то создатель большого генерального штаба Германской империи Хельмут Мольтке заставлял своих офицеров читать книжку Клаузевица о войне. И вот потом, когда они планировали операции какие-то, они мыслили в одном ключе. Им не нужно было куча вводных, чтобы понять, что стоит за тем или иным понятием, определением, концепцией, парадигмой. Вот в этом плане у нас очень большой разнобой взглядов на то, как должно, где мы находимся, куда мы идем. И зачастую один и тот, к примеру, термин экономика знаний. Каждый в это понятие вкладывает то, что он считает нужным, исходя из своей базы знаний и видения ситуации. Вот в этом проза жизни. Причем я подозреваю, что это проблема не только нашего государства, но и, мне кажется, скорее больше общемировая. Спасибо, Дмитрий. У нас еще есть несколько минут, нам разрешили продлить чуть-чуть нашу панель, так как мы позже начали. Поэтому я сразу попрошу несколько вопросов задать, уже последний раунд сделаю. Ярослав, если ты уже готов. Потом Дякую, по-перше, за вельми цікаві презентації. Кожний аспект був по-своєму цікавий і корисний. Вельми так само вдячний представнику Міністерства економіки, який прийшов. Наприклад, ми накеровували запрошення Міністерства едукації, на жаль, ніхто не напрацьовує. Ось Міністерство економіки приходить, це важливо, що є цікавість для організації. Так, і є що сказати, правда, вельми дякую. Я не так шмат ведаю особисто про бізнес-едукацію, бо я сам правник, тому я більше веду про юридичну едукацію. І в некоторих країнах довгий час наогул не було формальної юридичної едукації. Люди просто мали такі apprenticeship, так звані, працювали як помощники більш старіших юристів, і таким чином вони становилися справжніми юристами. І у сувязі з гэтым пытанням, ці можна сапраўды навучыць нейкім прадпрымальніцкім інстынктам, ці гэта можна пазнаць такі сапраўды на практыцы. І больш такі сфокусаваныя аспекты гэтага пытання, ці прадстаўляюць арганізацыі, якія тут у нас прадстаўленыя за сталом, нейкія магчымасці для internship, ці стажыровак, напрыклад, Міністэрства эканомікі, ці кансалтынгавыя арганізацыі, ці магчыма ёсць нейкі цікавы досвед у гэтай сферы ў Нідерландах. Дякую. Еще один вопрос. Вишаюся, у меня два питання возникло. Перше, Вишаюся.
Андрей Володькин, Національна академія наук Білорусі. Я хотів запитатися у Маші на конт адукації в галині соціального бізнесу. Як ви лічите, на що ваша основна мета, на що накірована така адукація? Як зробити белорусский бізнес більш соціально орієнтованим, чи як зробити діяльність ніяку соціальну, громадську, все ж таки більш такой комерційний і самоокупаємий? Ось які аспекти все ж таки домінують? Бізнес чи соціальний? І друге питання, якраз так само по этой темі. Відомо, що державні представники влади так само часто говорять про соціальній відповідальності бізнесу. Ось у цьому сенсі, наскільки ті погляди, які озвучуються білоруськими чиновниками, совпадають з вашим баченням, з вашою концепцією соціального бізнесу в Білорусі, і є тут які кроки для взаємодії? Егор Степеня, Центр Страусу. У мене питання до Сподробного на свою вечеринку Крупського. Який підход к якої країни для вас у сфері регулювання бізнес-едукації з'являється для вас бенчмарком, певним ідеалом, на який Білорусь повинна орієнтуватися, яким чином повинна білоруська держава регулювати сферу бізнес-едукації, як країна з'являється? Есть ли еще вопросы? Последний шанс. Хорошо, тогда давайте мы начнем, просто дадим последнее слово каждому из наших участников. И просто начнем с Даниэла, который... Ко мне особенно вопросов не было, но в любом Internships. случае... Internships. Есть ли у вас internships? Да, конечно. Да, можно просто ходить после, кому это интересно, во-первых, на веб-сайте, или я дам контакты, кому надо. Вот. А так, спасибо за открытую дискуссию. Ну, я, наверное, начну с последнего вопроса, который прозвучал по поводу, есть ли какие-то образцы, которых мы должны следовать. Ну, действительно, я немножко говорил об истории развития нашего института. Да, американская система бизнес-образования является старейшей, и, в общем-то, все национальные системы, которые так или иначе развивались позже, они изучали вот эту систему, особенно англичане. То есть они там почти 100% скопировали эту систему. Но что я хочу сказать, в последнее время очень активно развивается бизнес-образование в Европе, в Китае, в других странах. Конечно же, они носят свои особенности, и эти особенности, может быть, иногда даже свободны от тех традиций, которые часто должны просто исполняться, но в силу каких-то исторических, что ли, предпочтений, да, что ли, в силу исторической памяти. Поэтому мы, может быть, уже тоже переросли тот возраст, когда нужно полностью все копировать. И институт, мы входим в состав ассоциации, такой мировой ассоциации, комфортно, потому что мы можем общаться, мы можем принимать опыт, и этот опыт нам понятен. Поэтому, что касается ответа на ваш вопрос. Ну и здесь Ярослав задавал вопрос по поводу, можно ли научить предпринимательству. Безусловно, но факт, должен человек быть мотивирован к предпринимательству. Мы, конечно, мы очень рады, что у нас очень большое число обучающихся, тех, кто, в общем-то, приходит к нам с уже устоявшимися взглядами и ценностями, которые понимают, что для них управленческое образование, в общем-то, является тем ключом, который они могут достигать успеха в своей карьере. Понятно, что есть достаточно небольшая категория студентов, которые, может, иногда подняться, окончив школу, приходят к нам. Но все равно
Кстати, хочу привести такой очень интересный пример. Даже не пример, а мы провели исследование, оно закончилось буквально летом. Значит, уровень предпринимательских предпочтений студентов вузов нашей страны. Инициировало вот это мероприятие один из немецких университетов, так называемый проект ГЭС. И в этом опросе участвовало 50 стран. Это страновые исследования. И я хочу сказать, что, в общем-то, Беларусь находится где-то на 5-м месте. На последнем месте, может, странно находится Япония. На предпоследнем, на 49-м, Германия. И что показывают эти исследования? Там много разных параметров, я приведу только 2. Мы опрашивали студентов и задавали 2 вопроса. Первый вопрос. Готовы ли, хотите ли вы, или готовы ли вы создать свой бизнес, будучи студентом? Вот высказались за это порядка 8%. Причем это не только студенты бизнес-образования, это студенты всех, и гуманитарные, и естественные. И второй вопрос. Готовы ли или собираетесь ли вы открывать свой бизнес в течение 5 лет после окончания вуза? Таких оказалось в Беларуси 57%. Для сравнения, в Германии, я просто недавно был в Германии, мы обсуждали эти цифры. Студенты, которые во время учебы хотят открывать свой бизнес, 2%, а в течение 5 лет 8%. То есть это говорит о том, что потенциал и желание стать предпринимателем в нашей стране большой. И, конечно, это нужно использовать. I think I will answer your question because I don't know too much about the Yugoslav question. So the question was whether it's more important to be financial or socially focused. That was right. I guess social entrepreneurs are always seeking for a balance, which is very challenging. So on one hand, you have to be financially healthy, sustainable, and on the other hand, you have a social mission to accomplish. However, what in Europe and also in the world, what the tendency is for example, more commercial organizations to focus because they see this social enterprises. They are also inspired to become more social. So they tend to, for example, improve their CSR, corporate social responsibility. But you also see a tendency of NGOs who try to become social entrepreneurs, and by changing their business model into commercially oriented business model. So it's always a balance with the two. Did you also ask about the difference between CSR and social entrepreneurship, or? No, I asked what is the main purpose of your activities, exactly your project, to make Belarusian business more social oriented, or to teach Belarusian NGOs, for example, to be more commercially successful? Yes, this is the latter. What is the main focus of your activities? Yeah, so the purpose is mostly to educate the more young people who see a problem and they want to solve it via social enterprise. And also the last one is more oriented towards NGOs, to make them more business-minded, so focused on a business. The second was about from that expressed by the state authorities, because it's also a very popular theme in official different statements about social responsibility of business. Do your concepts coincide? Are they close or not?
my experience with how the government mostly sees social entrepreneurship enterprises is when they employ people with disability. But this is not the only business type of social entrepreneurship. There are many other focus areas. So on one hand they do, on the other hand there are many more social entrepreneurship focus areas that could be considered by the state as a social enterprise. Значит, мне нужно комментировать три вопроса, поэтому начну. Первый вопрос, который задавал уважаемый господин Ярослав Кривой. Значит, по моему личному мнению, опять-таки, тот человек, который имеет предпринимательский талант, он всегда даст форму тому, в любом бизнесе деловая хватка, интуиция – это вещи иррациональные. Если у человека есть Божья искра, соответственно, сколько бы ты человека не учил, там, кейсы никакие не рассказывал, все равно в критической ситуации именно интуиция, именно хватка является тем, что приносит победу. Это мое мнение, то есть в данном случае мне кажется, вот я это высказал, оно может быть другим, поэтому совсем не настаиваю на истинности. Второй вопрос касается того, значит, насколько вот идеи социального предпринимательства, идеи социальной ответственности бизнеса, она коррелируется с политикой государства, насколько государство в этом не только это декларирует, но и стремится реализовать на практике. Ну, по крайней мере, я так понимаю. Правильно? Значит, тогда отвечу таким образом. У нас, как бы то ни было, при всех издержках происходящего, но курс на построение социального государства всегда выдерживался. Всегда выдерживался, и как бы там не складывалась ситуация в экономике, такие пенсии, стипендии и все остальное выплачивают. Это одна сторона медали, так, между прочим. Вот что касается непосредственно уже социальной ответственности бизнеса, ну смотрите, у нас сегодня реализуется несколько проектов международной технической помощи, которые прямо нацелены на развитие социального предпринимательства, на поддержку социальной ответственности бизнеса. Если бы государство не считало важным и полезным реализацию таких проектов, то, по крайней мере, ну, скажем так, эти проекты не были бы зарегистрированы и, естественно, не могли бы быть реализованы. Вот. Наконец, третий вопрос. Он касается того, что вот наша, скажем так, наш замысел, который заложен в концепции формирования и развития системы бизнес-образования, он предполагает создание некого саморегулируемого рынка бизнес-образования. То есть там создается республиканский совет, который пропорционально представляет представителей профессиональных ассоциаций участников бизнеса, бизнес-сообщества, госаппарат. И поскольку бизнес-сообщество и профессиональные ассоциации участников рынка суммарно преобладают, то очевидно, значит, этот орган будет работать именно в интересах, в общем-то, рынка бизнес-образования. Если брать эту модель, вот, пытаться ее сопоставить с теми, которые реализованы в мире, то она, в общем-то, больше характерна для американской системы регулирования. Поэтому я надеюсь, что мы сподобимся это реализовать, потому что буквально до конца года, внеся такой проект постановления Совмина правительства. Так что, ну вот, примерно. Ну что, я хотел бы, может быть, лишь два слова сказать, что у нас была очень интересная панель. Мы поговорили не только о том, о роли формального образования, а о роли других, также о роли других потенциальных механизмов подготовки предпринимателей, людей, которые задействованы в развитии экономики страны. Мы говорили о стажировках, о коучинге, о различных обменах и так далее. И в этом, наверное, тоже есть роль всех нас попытаться как можно лучше и больше стимулировать такое. И в ЕБР мы тоже пытаемся это поддерживать различными путями, включая через стажировки, различные виды мобильности, участие консультантов в разных проектах и так далее, включая из Беларуси. Я хотел поблагодарить всех участников нашей панели, также всех участников, которые были в зале. Спасибо большое и всем хорошего дня. Зараз у нас предугледжений обід, він буде у ресторані.
то тут у готелі ми зараз можемо разом запустити, тому що це довго дорога. І о 3 годині починаємо опошувати нашу плану. Тому, коли вас тут приходиться, не звертайтеся. Просто так вот обрезанные стоите в кадре. А, да. Что ходишь, Андрей? Ты сходишь, ешь? Так, жаль, что не буду там. Может, поешь, но столько ежу останется. Да. Треба есть. Може зайду. Давай. Далеко тут ходить? Ні, то в этом будинку тільки в інший час. Странно. Ну, дякую, що запросили. Дякую, що. Як оцінюєш? Ну, поки що добре. До речі, нас слухає весь світ. Тому що ж тут підключена відеотрансляція і гукіте. Ты выхователь, да? Это же цивилизация. Так, можем вместе так стараться раз в год чуть-чуть пообщаться. Это папера про дистанционную эдукацию наши, да? Что можно что конечно, может, треба что журналисты. У всех зараз проблемы финансовой истории. Может пойти повеситься, худенький вернуться. Слухай, там після ходить дать волю. Не, ну как в этом году уже берем. Я думаю, что там 100 там стало 50 память. Просто Ну, в принципе, и так будет лежать. Если я еще ручку такой достаешь, вот и
задачки, чтобы это было сделано. Ну, ваши получается, это они и есть. Чтобы разбираться, сидеть, читать. Прилетаем. Идите, так, колени слухай. На отдельно, ну тебя хіба не Что ты спитаться? Поеду. Кожним связи бачу. Я думаю, що тут вообще треба.
ситуація вельми істотно погоршиться в сфері. Може бути, це ще якась хвиля, але мені здається, що дуже поступово знаходиться якісь механізми для того, щоб гэты плыні у утекачоў былі больш-менш прыняты, ці гэты гуманітарны крызіс сапраўды як завяршаць. Самая главная проблема при деятельности генерального секретаря и уволе его функционирования ГАН это то, что там есть проекты с разным потенциалом, есть проекты с разным статусом, и их интересы могут не совпадать. Особенно, когда мы скажем про проекты, которые находятся в радиоспекте, имеют право вето. И тут справді такого генерального секретаря, яким чином знайде порозуміння з новою нової американської адміністрації, яким чином він зможе залагодити противостояние часом и набывая новые формы между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, между Соединенными Штатами и Китаем. В тот же час сапраўды покупки удержишь это такая консенсусная фигура, у якой есть магчимости сапраўды и хотя бы знаюць таксама шматлікія аналітики, у якой есть магчимости и здольнасць пераконваць, шукаць кампрамісы і дасягаць выніка, які больш-менш прымальны для ўсіх бакоў. Рада безпеки дослуховує сьогоднішній стан міжнародних стосунків. Справді, сьогоднішній день дійшов до тієї стадії, коли конфлікти ці суперечності вирішаються вільним шляхом. Ми бачимо, що є регіони справді, де та внутрішня війна, або де агресія одної країни супроти другої, і справді виросла величезна істотна виросла кількість утікачів. І тут, коли ми кажемо, що ОАН – це організація, яка найбільш дбає про мир і безпеку в усім світі, то ОАН не такий шмат інструментів. Коли держави заховують свій суверенітет, коли держави заховують своє право вето, то для того, що вони будуть блокувати основне рішення. І тут можна сказати, що ОАН найбільш моральна моц і апелюючи до глобальних якихось принципів, до принципів гуманізму, можна домогтися віючи і на громадянську супольності, на ширшу громадську думку, суб'єктну громадську думку, можна поспробувати досягнути будь-яких становчих виників, але знову ж суперечності, які є в системі АН, і на сьогоднішній день нікуди не зникли. Я би хотів, що огляди будуть застануться, є різні підходи, є
Димон, скажи, где что я? Сейчас. Зараз достаю метро. Що треба сказати? Куди говорити? Слухай, Игорь, Это вот быстро материализировалось. Игорь не будет, да? И вы уже говорили? Чему? А вы знаете? Игорь не будет. И он сказал, что не ведает. Что будешь передать? Так, тогда это отставим, короче. Сейчас запресим.
уже всего. Дякую. А я думал, уже игнорируете нас. Заочники, вот, 2 лекции. Замочники. Вот я не сам, мои что я когда ты рассказывал? Добрый. Да, последний раз люди на печальном суду. Когда? Как раз он... Игорь так не будет? Нет, не слышал. Не знаю. Ну, вообще, обычно. Oh, that's it? It's not a storage? It's a battery? Manage to store. Not the data center, small box, but they did not manage to store enough energy in the small box. Oh, actually they did. Isn't it a beautiful They did. example? And there is Samsung Galaxy Note 7. Oh. You take out my like Сейчас мы... А ну, указал свой день. Sorry. Сейчас мы... Здравствуйте. А я вот 12 бежал на лекции. Быстренько что-то. Будешь выступать? Да. Лихорадочно что-нибудь пытаюсь сказать. Это правильно. Это очень даже разумно. Все-таки даже любопытно, что в этом деле получилось. Сказали лучше без презентации. Презентацию? Нет, сказали лучше без. Да, презентацию. Если руководитель говорит без, то мы лучше без. Да.
неделю молчали, проверили. Так пишите. Я даже, по-моему, приходилось мне отвечать на ваш запрос. Администрация года 2 назад или год. Они нас прислали нам уже. Я помню, потом читал, может, да. Ну, короче, я полностью ну, было то, что интересовало. Так что пишите. Почнемо про за 2 хвилину. Alright, so welcome back to those. Я почну спочатку по-білоруську, а потім буду по-англійську, тому що більше кількість присутніх сьогодні на панелі легше володіють англійською мовою, ніж білоруською. So welcome to everyone who came back from lunch. It was very traditionally rather heavy lunch, Belarusian style. When the weather is like this, you need something serious to keep you going for the rest of the day. So this is our final section for today. Although we put it at the end of our conference, but actually this is probably the future of education, of humanitarian education, of science education, because with the development of technologies, with the development of internet, more and more of educational activities are moving online. And it's interesting to note that Belarus has the highest, one of the highest penetration rates of broadband internet in Europe. So if you compare Belarus even to very old democracies, modern countries such as Denmark, still in absolute numbers, Belarus has many more broadband subscriptions than some of those countries. And also we know that Belarus is one of leaders in the area of offshore software development. And so we thought that putting these two together would potentially create a very interesting topic, and also we're hoping to make it as practical as possible. A few months ago, a paper was published
which was authored by myself and Vadim Smok, where we were looking at non-formal education in Belarus. And one of the recommendations which we are mentioning there was for non-formal education projects in Belarus to start developing more their distance education projects, because that helps them to reach more people without necessarily being burdened by all those bureaucratic regulations which may be seen as a hindrance. So let me stop here, and I will invite the first speaker. Prior to doing that, I will explain the rules. So basically, every speaker will have around 7 minutes to address the issues. So try to, if possible, try to focus on those issues which we identified in the program. Then we will have a discussion, and also we hope that people who are going to answer questions are not going to be very lengthy in their answers, so that we can pick up as many questions as possible. So первый у нас okay, so the first speaker is Igor Satikov, who is Dean of International Institute of Distance Education of the Belarusian National Technical University in Belarus. Добрый день. Так как у меня всего 7 минут, мы, наверное, обойдемся без презентации. Я постараюсь кратко рассказать и об институте, и о тех проблемах, которые в институте существуют. Институт действительно был создан в 2000 году. С его создания прошло уже 16 лет. Сегодня это 2 кафедры, это филиал в регионе и некоторые другие структуры, которые связаны с институтом. Сегодня мы обучаем студентов по 5 специальностям, 3 информационным направлениям и 2 экономическим. Сегодня в институте у нас учатся порядка 700 студентов, было когда-то 1500, но так как количество выпускников школы уменьшилось в 2 раза, количество и наших студентов, соответственно, уменьшилось в похожей пропорции. Мы ведем подготовку по 8 программам магистратуры, это порядка 80-85 магистрантов, тоже экономического, научного и информационного профиля, но, может быть, с точки зрения таких экономических специальностей, здесь есть бизнес, образование и так далее, может быть, интересны будут такие, как оценка бизнеса и активов промышленных предприятий и инноваций технологических процессов и производства, специальности магистратуры. Ну, есть своя аспирантура, соответственно, вот за эти 16 лет существования института выпущено более 2000 студентов, более 100 магистрантов, достаточно большое количество аспирантов, в том числе и уже защитившихся. Что касается системы обучения, в общем-то, если говорить про классическую западную модель дистанционного обучения, то она не реализована, я буду честен, в нашем институте. В силу тех законодательных и организационных проблем, которые существуют. В общем-то, это, если опять-таки быть честным, это модернизированная, в общем-то, система традиционного заочного образования, но с внедрением элементов в достаточно большом количестве электронного обучения. В общем-то, это и есть та главная проблема, которая, наверное, существует. Если говорить про международное какое-то сотрудничество, институт, то называется Международный институт, то действительно у нас достаточно широкие международные связи. У нас на первой ступени высшего образования учатся студенты из России, Украины, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Израиля. Если говорить про вторую ступень, это и Российская Федерация, и Китай, причем в том числе на английском, Грузия. Если говорить про аспирантов, то это в основном, если про международные, это страны Ближнего Востока, в том числе на английском языке. Из нового, что мы планируем, в общем-то, открывать, буквально в начале следующего года, это открытие филиала в Грузии. Вообще-то БНТУ достаточно активно занимается сейчас продвижением на международный рынок образовательных услуг. У нас есть в БНТУ филиал в Таджикистане первый, откроются филиалы в Туркмении и, по всей видимости, еще в ряде стран Средней Азии. Мы открываем филиал, я уже говорил, в Грузии, открывается филиал в Египте.
с нашим участием открывается филиал ВЭТУ в Шри-Ланке и будет идти обучение на английском языке. Что касается проблем, которые существуют перед институтом, они двоякие. С одной стороны, эти проблемы связаны с отсутствием внятной нормативной базы, хотя вот я могу, что представители РИКСа, мы вносим в наш кодекс отдельно графу о дистанционном обучении. С моей точки зрения, вот если подходить вне наших реалий, в этом нет необходимости. Это не отдельный вид обучения как таковое, это технология, которая используется для обучения людей, которые учатся без отрыва от основной деятельности. Если же говорить про наши реалии, то, наверное, это будет хорошо, потому что под это появится соответствующая нормативная база, возможно. Хотелось бы поверить, которая позволит приблизить модель вот такому классическому дистанционному обучению, как оно понимается в мире. А вторая проблема – это организационная, связанная с тем, что действительно хотелось бы больше денег, больше возможностей, которые бы ты вкладывал для того, чтобы развивать современные виды обучения. Но я думаю, что тут тоже у руководства университета есть некое понимание в этом направлении. Я думаю, что здесь тоже в ближайшее время появятся свои подвижки. Ну и самая главная проблема, наверное, это проблема все-таки связанная с контингентом обучаемых. Вот, в общем-то, дистанционное обучение как таковое, оно предполагает очень высокую самоотдачу того, который учится. Она предполагает, что тот человек, который учится этим образом, он учится не из-под палки, а он учится самостоятельно, он понимает, зачем он это делает. К сожалению, вот контингент, достаточно значительный контингент студентов из нашей страны, из стран, как у нас говорят, ближнего зарубежья, к сожалению, желает во многом получить образование, как говорят, на халяву. Это касается, что интересно, даже израильских студентов, но это не наши люди. У них аналогичный подход. Они считают, что если деньги заплачены, значит, в общем-то, вы должны нам выдавать диплом. Поэтому очень большой отсев вот по специальностям информационного направления, где действительно надо учиться, отсев порядка 20% в год. Они дальше наблюдают круговорот студентов в природе, исключаются, восстанавливаются, но отсев достаточно большой, хотя есть замечательные дети, которые работают и в партии, и так далее, и везде. Ну, это те, которые действительно мотивированы, с которыми очень здорово работают. Что касается международных программ, то, конечно, главный упор делается сегодня на англоязычные, будет делаться. Делается на англоязычные программы и на программы магистерской подготовки иностранцев. Потому что это возможно, это интересно, с этим надо работать. Ну вот, если кратко, 7 минут, я ровно 7 минут. Спасибо большое. Я уточняю еще один вопрос. Кстати, у нас есть представитель РИК, другой пришел, и будет, если что, возможность, наверное, уточнить что-то у него. Извините, а вы из РИШ, да? Какая у вас позиция? Не, ну мы знакомы. Позиция какая? Ну, я имею в виду не позиция, а должность. Head of Department, Educational Technologies. Понятно. Ну, если что, будем иметь в виду, и потом... Я прошу прощения, я вас так долго вы знаете, что я вас не ассоциирую с начальством РИК. А что вы преподаете именно, вот, когда вы говорите, развиваете программу? Это основное направление информационное и экономическое управление. Понятно. Спасибо. Хорошо. Thank you very much. The next speaker is also a Belarusian scholar, Vasil Bandari, who is the Deputy Dean of the Faculty of Distance Education at the Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics. So, 7 minutes are yours. Я попытаюсь за эти же 7 минут быстренько пройтись по опыту организации дистанционного обучения.
обучения в Белорусском государственном университете информации и электроники, так сказать, видение из окопов с передовой. Люблю довольно крупный университет нашей страны, не знаю, более 16 тысяч обучающихся по разным формам получения образования. Первая ступень, вторая ступень, аспирантура, довольно-таки много иностранных студентов и довольно много программ обучения на английском языке. Имеют очень неплохое оснащение, в силу специфики нашего университета и возможности получения помощи по красным технологиям. Теперь о факультете непрерывного дистанционного обучения. Факультет открыт 2001 сентября 2005 года. Но в принципе дистанционное обучение у нас начало развиваться с 2002 года. Образовался Центр дистанционного обучения по приказу Министерства образования. Мы набирали студентов, когда их количество приблизилось к 1500, был выделен факультет. И, в общем-то, факультет сейчас занимается организацией дистанционной формы получения образования. Сегодня на факультете обучается 669 студентов по 12 специальностям. Среди них 17 студентов с ограниченными возможностями, чем мы, в общем-то, выделяемся. Также у нас обучается 661 называемый сертификатчик. Это лица, которые изучают отдельные дисциплины с получением сертификатов, которые не используют пока внутри нашего университета для переводов, для восстановления на различные специальности. Например, человек захотел поменять специальность после совмещения никаких проблем, он сдает академическую разницу у нас и на любой факультет, на любой формат получения образования может потом восстановиться либо перевестись. Мы работаем в системе электронного обучения SharePoint LMS на Microsoftской платформе, где зарегистрировано данные на 176 преподавателей, 1731 обучающихся, это студенты непосредственно дистанционной формы получения образования, это так называемые сертификатчики, это часть студентов младших курсов факультета заочного обучения и несколько специальностей по дневной форме получения образования. Они используют дистанционные образовательные технологии в своем обучении, преподаватели-инноваторы с ними работают. Мы, в общем-то, с этого года, в общем-то, начали проводить уже дистанционную текущую аттестацию, то есть за счет экзамена. Ранее мы получали разрешение Министерства образования, долгая переписка для лиц с ограниченными возможностями, для инвалидов, возможность проведения дистанционной текущей аттестации. Вот это довольно тяжелый процесс, это много справок, и наши специалисты Министерства образования считают себя более квалифицированными специалистами в области диагнозов, чем медики. Ну, в конце концов, в общем-то, мы получили разрешение для нескольких специалистов, для нескольких студентов. Затем нам это надоело, и наш ректор взял на себя смелость, и мы ввели локальный нормативный документ, который разрешает проводить текущую аттестацию дистанционно для студентов БГУ. Вот на слайде специальностей, которые мы в настоящее время набираем и обучаем, это 10 специальностей первой ступени, в основном все айтишные, ну, две условно айтишные, экономические, экономика электронного бизнеса и электронный маркетинг. Работаем по нормативу, к сожалению, как и по заочным. То есть есть сессии, есть две сессии, есть сессионный период, но у нас разрешено и приветствуется аттестация межсессионный период. Если человек знает, готов сдавать экзамен, то есть в любой момент получает ведомостичку и сдает экзамен. Количество дисциплин в семестре определяется студентам, но в рамках своего учебного плана. Стандартные учебные планы, которые построены на типовых учебных планах. Нормативный срок обучения 5 лет, стоит, возможно, ускорение на 1 год. У нас обучение до 4 лет меньше мы не можем. Кодекс образования как не позволяет. Второе высшее образование. Примерно 90% от лиц, которые поступают в университет для получения второго высшего образования, они поступают к нам на факультет. Вот в этом году поступило 75 человек для получения второго высшего образования. Стоимость обучения привязана к количеству изучаемых дисциплин, в отличие от всех других факультетов, например, в нашем университете, где платят за семестр. У нас сколько человек выбрал дисциплин
изучения синхронных матчей. В частности, одна дисциплина настоящая 77 вопросов стоимости изучения. Всего мы выпустили с 2008 по сегодняшний день более 500 специалистов. Если там, в 2008 году мы выпустили 6 человек, в 2009 году 5 человек, при численности факультетов 1500. Вот там была специфика обучения, мы равнялись на западные стандарты дистанционных обучения образования, по поводу мотивации и так далее. Была срочная вооруженная сила, опять же, это была основная мотивация быть студентом. И у нас очень маленький КПД. Потом брали срочку, у нас упала численность студентов, но увеличилось количество выпускников в результате. Вот, например, в 2014 году мы это, значит, 7 человек выпустили, в 2015 63, в 2016 62, в этом году тоже 67 человек планируется к выпуску. То есть вот такой более-менее стабильный состав. Это интернет-страничка нашего факультета, здесь можно посмотреть, почитать. Это страничка нашей системы электронного обучения человек ЛМС, фактически, есть там гостевой вход, можно посмотреть, почитать. Там в этой системе электронного обучения размещены электронные кабинеты всех дисциплин, по которым мы ведем подготовку. Конечно, может быть, не сильно хорошо, не так, как на курсоре, не даже не так, как на национальной платформе российской образовательной, которая создана в 2015 году. У них получше, пока электронные ресурсы, но мы стараемся сделать такие же, и даже лучше. Стандартная структура ресурсов. На слайде показан вид сертификата и алгоритм его получения, то есть любой студент пока нашего университета, хотя наши планируют распространить наш опыт на другие университеты, и вот планирует свой доклад на февральском совете ректоров с предложением заключить ассоциацию с различными нашими университетами Республики Беларусь о взаимном признании сертификата. Мы могли образом подобрать хотя бы Российской Федерации. У них есть национальная образовательная платформа, 8 университетов крупнейших России скооперировались, создали платформу, и можно дистанционно изучать отдельные дисциплины, и они обязательны к взаимозачету в этих вузах. Мы пытаемся также организовать наш учебный процесс. Параллельное обучение, так называемое, с прошлого года мы начали параллельное обучение. Это лица длинной формы получения образования, которые не могут по различным причинам посещать лекции, либо там, лекции ладно, лабораторная работа платная, которая там дополнительно берется за пропущенные по множественным причинам. Они имеют право у нас в университете в течение первого месяца семестра прийти к нам в деканат, даже без ведома самого декана, заключить договор на изучение отдельной дисциплины, заплатить 50% от стоимости, как уже 12 лет платили, либо бюджетники, и изучать. Мы обязаны поставить в известность тот факультет, с которого пришли к нам эти студенты. Они имеют право дистанционно изучать эту дисциплину и до начала своей сессии представить свой деканат сертификат по изучению этой дисциплины, и деканы этих дневных факультетов обязаны засчитать эту дисциплину и писать учебную карточку. Пока так вот у нас есть. По поводу лиц с ограниченными возможностями. Мы пока выпустили 5 специалистов. Первый в колясочников. Всего обучается у нас на данный момент 17 человек, причем, обратите внимание, среди балл довольно высокий потому что заканчивает только лица наиболее мотивированная, которая в нашем случае, как правило, работают по специальности, не работают программистами, где в основном можно получить среднюю большую зарплату, чем как не программисты. И очень хорошо защищают дипломные проекты. Они, как правило, в курсе своих дипломных проектов и так далее. Наши достижения. В этом году выпускник инвалид-первой группы Евгений Солянов занял 4-е место в международном конкурсе профессиональных навыков для лиц с ограниченными возможностями. Пардон проходил. Инвалид с ВИИТом, научник, занял 3-е место. Ну, вот, 16-й год наши выпускники. Евгений Солянов получает ему наше министерство грамоту дало за его участие. Это вот наши
наши выпускники, 14 год, 16 год, дорога, тяжелый студент получился, но защитился отлично, сломал от волнения себе кресло. Это довольно-таки высокая степень ДЦП и тяжело. Он закончил, получил диплом инженера-программиста по специальности программное обеспечение информационных технологий. Хорошо. Пытаюсь уже говорить про наши проблемы инвестиционные, они такие же, как и в беду, фактически. Есть на слайде нормы, не позволяют обучаться. Наше предложение, уже на слайде есть об организации ассоциации вузов, о создании портала общереспубликанского для того, чтобы мы могли обмениваться электронными материалами и использовать для обучения во всех вузах. Спасибо. Спасибо большое. Thank you very much for your presentation. And the next speaker is a foreign speaker. So she came from the Netherlands, Nienke Groeitjergen, team leader, EdTech and Blended Learning coordinator from the University of Amsterdam. So you have your own 7 minutes, but I'm sure we can go into more details after. So I work at the University of Amsterdam, and my presentation will be about a little bit about the university and how we're using the spin-off, or actually the buzz that massive open online courses have created. This is online distance education in our on-campus teaching, how the two are now actually being incorporated together. So the University of Amsterdam, we have 57 bachelor programs and 87 master's programs. As you can see, 5 of the bachelor programs are English and 52 of the masters also. We have 7 faculties, and in total, the students fluctuate between the 30,000 and 40,000 students enrolled. So the first massive open online courses, these are completely free courses. The first one was launched in 2011 by Stanford University on artificial intelligence. And why it's called massive is because there were 160,000 registrants before the course even started. You only need a name and an email address to follow this course online. And then you have a course in artificial intelligence from Stanford University. So this is booming. And the difference between this open education online and that of the past 20, 30 years is that these are video-based courses that you can enter, no requirements necessary, and you get a very high level of education for free online. So the University of Amsterdam launched its first, it was the first Dutch university to launch a MOOC in 2013. And why would you as a university give away your education for free online, right? The exposure is huge for a university. These are some numbers of 5 MOOCs that the University of Amsterdam has created. So the top course, for example, on differential statistics, we have had more than 35,000 people seeing our course. So they see University of Amsterdam, and they see that we give this education. Then 18% of those enrolled into the course. Not many complete. This is a very well-known fact of free online courses, but that's okay because many people take the course only for the first section or chapter 3 or to increase their knowledge on specific topics. But it's just the amount of students that you can reach as an educational institute is massive, so that's incredible. This is a distribution of MOOCs in the European Union. You can see it's really booming. And if your interest is also to reach international students, which the University of Amsterdam is interested in, then you really want to be on these online courses, on these online platforms. And there are some very well-known ones. Coursera has 15 million participants, edX 5 million, Udacity 4 million. So it's incredible. And I just Googled, actually, on Coursera, there are 116 courses in the Russian language. Not on the Russian language, but in the Russian language, learning all kinds of different topics. So how the University of Amsterdam is using this, because you're giving it away for free online on the one hand, but on the other hand, it's creating a new way of thinking
give peer feedback. Then they come to class, talk to the teacher, have human interaction, and then they go online again and maybe do something else like a digital exam, etc. And this is for on-campus teaching. So what you're doing as an educational institute is you're investing in distance learning and also using it for your on-campus students, which makes a lot of sense. Because also using these technologies in your teaching improves your teaching. You can provide more practice materials for your students. They can go online and repeat these digital exams or digital assignments. You're making teaching more flexible. Students can watch web lectures when they have the time besides their work or other responsibilities. And you can also allow different learning paths. Students don't all have the same knowledge when they start a course or a program. So some of them have some deficiencies that they need to learn more for before they're up to level of that course, or others want more challenges. Technology offers that opportunity to make the course more flexible and more personal. And it also increases access to the teaching. Like we just saw some examples also, people who are not able to come to the room physically can also do the learning online. So that was my main point for online and blended learning. In the Dutch, in the Netherlands, we also have a knowledge network where all the Dutch universities share information with each other and knowledge on these different technologies and how we're using them in our universities. And this is just a screenshot of the website because I read, human resources and sharing knowledge with each other is also very important to develop these skills together. And the Dutch have a very interesting group that maybe we can look and link up to as well. Thank you very much. Thank you very much, Nita. Very interesting introduction, and I think it was new for probably most people in the room, and many new aspects for me as well, while I'm trying to pay attention to this field. And now we have two speakers from the west of Belarus, our neighbors to the west, from Poland. So the first speaker is Krzysztof Madziar from the Center for Distance Education. Education Warsaw University of Technology, and present you basics of our e-learning model that is applied to our studies. Present tools that we use, the practice, the issues that we face in the entire process, and finally in your institutions and in your country. Okay, first of all, some words for promotion of our unit. We are the first unit in Poland to provide complete graduate program, both bachelor and master degree. We are the first one. We have been established in 2001. And to our best knowledge, we are among a few institutions that actually do this. Most of the institutions provide some courses, online courses, tutoring, but not the entire program. The topic, our program is, due to the fact that we are a technical university, our program is focused on the computer science, electronics and telecommunications, although also mathematics and robotics. In the bachelor degree level and in the master level, we focus on the computer science. Some numbers. We have currently about 900 active students. The number of our teachers is 146, and these teachers offer a total of 118 different courses. Several courses require more teachers. Actually, the most important thing is that we combine knowledge, combine teachers, resources from three different faculties. The above mentioned Faculty of Electronics and Information Technology, Faculty of Mechatronics, and Faculty of Electrical Engineering. So the students of our unit, of our center, actually receive their diplomas of these particular faculties. So their diplomas are no different than of the other students that study at our university. We have also
distinguish four different models. The first model that is used in the Faculty of Management that uses the same amount of information, the same amount of courses done in an electronic way, distance way, online, as the traditional classes, just as it's presented over here. It does not mean that our students their students do not have the classical meetings with the teacher. No, but the resources are used their resources are online. Okay. On the other hand, we have the library of our university. They offer short courses, mostly specified courses on social sciences, but also some technical courses on bibliometry and so on, these kind of issues. But they are closed, they are limited to the specific employees or students, but they do not have an impact on their progress. Okay, the third and the most spread model, used by 60% of the faculties of our university, that's 10 faculties use it, is a mixed model that traditional classes are somehow supported by e-learning, by distance learning, online courses, and repositories of materials. But they don't have any impact on these standard traditional classes. They have only supportive means. They are the repositories. And here we come with the fourth model, SPRINT. It says SPRINT stands for Studia przez Internet, study over the internet, which actually combine traditional classes but in a short size. And the other part of this model is the e-learning platform, online courses, and other online resources. What is the ratio between the e-learning and traditional stationary learning? Well, I can tell you, 20%. Why? Because of the legal issues, because of the legal regulations in Poland. Okay, actually, I heard my other colleagues, my other presenters, that they have semester learning style, but actually we thought that it is better to divide the entire academic year not into 2 semesters but into 4 half semesters. Actually, so we have 4 half semesters during the academic year. The first year of the studies starts with a laboratory meeting. People for a week gather in a computer lab and they do something, do some exercises, just to make their knowledge of some topic very cool. And every year in general ends with such a week laboratory meeting, more specialized, more hardware based. The first year is basic, then we move to the field of study courses, and on the last year we have some specialized courses. During such a half semester we have 10 weeks, from which 8 of them are based on studying. Then we have 2 consultation meetings, stationary in the university, and 2 exam meetings. We recommend our students not to exceed 3 courses per half semester. Of course, we have customized handbooks and so on. The structure of the handbooks is fixed somehow. We use both asynchronous and synchronous tools. We also experiment with virtual laboratories. We use Blackboard, but eventually we have changed our mind to Moodle. We also use some custom-made e-learning platform as a resource repository. We use Moodle as well. Okay, now I would like to give the voice to my colleague who made some research on the target group we focused on. Yes, good
My short part of this presentation is focused on key research results concerning students' profile who are distance learned at our unit at Center for Distance Learning. Research was carried out last year on a sample of 240 students, and one of the questions regarding the students' previous learning experience. As you can see, most of the people, which means 31%, graduate from a different university, and 34% quit studying at different university. 18%, which means 43 people, have no previous academic experience. 5% gave a non-specific answer. Okay. The next question was, why did you choose distance education? And most of the people, which means 76%, answered that they have no combined studies with their profession. 9% live abroad. 7% chose distance education for personal reasons. Okay, and the last part of this research was focused on age and gender structure, and the students of the CDL are diverse in age. 22% are below the age of 25, 32% are between 26 and 30 years old, and the smallest group, 12%, consisted of people over 40 years of age. Yes. Okay. Majority of our students are men, which is a consequence of their field of study, 86%. Okay, so thank you very much, and now Okay, as other of my colleagues, let me actually face some problems, face some issues. Due to the thing that we are a technical university, due to the fact that we are a technical university, the limit of access, there's a limitation of different topics, graduate topics, due to the limitation of access to the hardware. The level of the diplomas is different. There are some very good diplomas, especially handicapped people that do very good diplomas. We discovered that it's a unique thing. Of course, we face some examination control issues, motivation issues, as my colleagues previously said, and a lot of different unexpected situations. Okay, how do we promote this e-learning and distance learning among the community? First of all, we are a member of the e-learning consortium among 4 different universities, 3 public and 1 private one. We are holding an annual conference on e-learning. I will provide some information if that's interesting for you. We are of course also founder of the Polish Scientific Society for Distance Learning, a group of people that gathers specialists, enthusiasts from different units, from different universities, from different parts of Poland, to promote and to consult others in the field of this learning. And this actually gives us very nice results. And we share our ideas with a peer-reviewed paper, online journal on education called EduAct. So please, it's free, it's open to access. Please, if you have some time, please be welcomed. Okay, I have some words of summary, but I think that it's a very good time to move this part to the discussion. We're open to take part in such discussion. Thank you very much. Dziękuję bardzo. So now we are proceeding to the discussion session. І можна задавати питання на любой мові і поспробуємо на їх відказати. У мене є сьогодні шмат питань, але я пов'яжу криху пізніше їх задам. Це перше, потім буде друге. Question is, had your institution decided to switch from Blackboard to the Moodle? Why? It's cheaper or more flexible? We need full microphone for the interpreters because they will not be able to. Okay, thank you. My question was why the institution has decided. And introduce yourself, if you could. Yeah.
Sergei Maximov, Head of Department of Education at Technology National Institute of Higher Education, Belarus State University. My question is why your institution has decided to switch from Blackboard to the Moodle? Is it more cheaper or more flexible? Well, that's a very good question. We considered many options, and we actually use many different e-learning platforms. By many, I mean Moodle, of course. We have experience in that. We use Fronter, and the third choice was Blackboard. And okay, the answer to your question is of course the cost. Yeah. But we also experience a lot of technical issues, mostly due to some upgrades and so on. Moreover, the licensing was very unsuitable, unhandy. So we decided to invest the money to move. Despite the platform is free of charge to download, it is not free to maintain. It is not free. Sure. So I think that's the answer to your question. Thank you. I'm sorry. Thank you. We still use some commercial tools, especially these for synchronous communication, for online meetings, because Moodle is not equipped with this kind of software and with this kind of environment. However, it has the same, or at least the same functionality as the commercial platform. Thank you. Thank you very much. Коли ласка, сподарення, представтеся, коли ласка, і так, микрофон на перший слід. Задайте ваше питання. Ён, здається, колонки не працюють, але перекладчики можуть чути. Чуєте? Меня зовут Елена Анісім, я перший намісник старшини Товариства білоруської мови і депутат Палати представників. У мене питання до господара Ігора і до господара Василя. Скажіть, будь ласка, в ваших інститутах дистанційного навчання ці можна отримати едукацію на білоруській мові? Ні. Пока ні. У вас ні, а у вас? Только історія Білорусі. Дякую. Дякую. У нас було, здається, під час першої панелі вельми цікава дискусія на конт білоруської мови, потім, коли я буду робити заключні зауваги, я криху розповіду про її, так само для тих, хто відсутнічав окремо нас. Так, от тут було 30 питання, потім у вас. Представтеся, Кирило. У меня вопрос к белорусским коллегам. Скажите, действует ли еще совет по дистанционному образованию, когда последний раз он собирался? Какова судьба положения о дистанционном образовании в вашем университете в 2002 году действительно создан очень хороший документ, и я знаю, что были попытки сделать его национальным, но и где-то к 2007 году эти попытки, насколько я знаю, угасли. Вот есть ли какое-либо продолжение, и как вы видите дальнейшую судьбу подобного рода нормативных актов, регулирующих дистанционное образование? И вообще, вот такой вопрос, если вы знаете, какое количество студентов дистанционных в Беларуси? Я это говорю, потому что в 2010 году я писал статью для такого энциклопедического международного издания по дистанционному образованию в Беларуси. С этих пор я как-то не очень глубоко изучал эту тему, и хотел бы узнать, есть ли какая-то динамика. Я уже говорил, что, в общем-то, наверное, нормативная база по дистанционному образованию появится после внесения в кодекс отдельной статьи. Мы надеемся, что появится. Потому что там будет отдельно прописан как отдельная форма получения высшего образования. Наряду с заочным традиционным появится дистанционное обучение. Так, я думаю, и УЕ, и мы пользуемся локальными нормативными актами. Наш университет. А совет действует? Ну, давно не собирался. С какого 2007 года? Наверное, еще дольше. Я думаю, еще. Возможно, я член совета. Забыл, когда был, обманывать не буду. Что собираться совет?
подготовили документы, в том числе положение о дистанционной форме получения образования и положение о дистанционных образовательных технологиях, готовили в рамках, пытались в рамках республики его внедрять, потом подошла особенно министра, всякие нюансы. В конце концов, наш лектор написал это пока. Хотя он постоянно усиливает этот вопрос и планирует на одном из ближайших советов ректоров опять поднять вопрос о нормативной базе по дистанционной форме получения образования. По поводу совета. Членом секретарем совета был так Евгений Анатольевич, и есть. То есть как бы совет никто не разгонял, да, но на нем, на его энтузиазме все держалось, потом он поменял место работы, и вот в результате с 2007 года, по-моему, да, не собирался совет по дистанционному образованию Республики Беларусь. Спасибо. Ну еще, извините, я могу добавить насчет локальных нормативных актов. Они в принципе утверждены и одобрены Министерством образования. Те локальные нормативные акты, которые мы работаем. Так, все, я правильно порядок. Да. Аня, извините, сначала, а потом следующий. А вот насчет количества студентов вы не Вот здесь написано. Можно? Значит, у меня вопрос к госпоже Кройзеринг. Вот она упоминала о том, что существует межуниверситетский портал, информационная платформа, на котором, в общем-то, обмениваются какие-то данные, информация. Так вот, в этом связи и вопрос. Значит, во-первых, может быть, чуть поподробнее расскажите, как это все дело функционирует, кто администрирует этот портал, насколько широко представлено университетское сообщество там, и, соответственно, это бесплатно, либо каким-то образом коммерциализовано. Это, во-первых, так вот, ну, более широко. Второе, насколько вот вы можете сказать, исходя из своего опыта, насколько такой инструмент межуниверситетского общения был бы уместен и полезен для нашей страны, то есть для Беларуси. Благодарю. Sorry. Yes, thank you for the question. I'll start with the second one because, yes, I received some draft documents from the center, and one of the issues that I understood that you are grappling with in Belarus is also human resources. And I reflected on my own situation, and I realized I really find this group very valuable in this national group which I refer to, which you're asking about. How does it function, you ask? There are certain permanent staff members of that group. They are paid by the Ministry of Education of the Netherlands. Anyone can join for free, and go to most of the meetings are free as well. And they're organized and hosted by this organization. I can create an account on that platform for free and share all information about my activities for free as well. You wonder, yeah, how, well, no one's going to go on that platform and publish something which doesn't belong to being able to join or not. We're all community experts in our field of knowledge, and we share our information publicly on that website and with each other. But of course, it would help from these permanent staff members that organize a lot and share information as well. Вы ожидаете еще одного ответа или только одному было? Хорошо, спасибо. Представьтесь, пожалуйста, вопрос, микрофон. Воронкевич Сергей, Краснодар студенческого самоуправления. У меня вопрос пришел из Бреста, потому что сейчас онлайн-трансляция наши члены смотрят. И зачитаю этот вопрос. Практический момент. У нас хватает специалистов, чтобы разработать новые приложения, системы. Но, как показывает опыт, большая часть преподавательского состава не готова их принимать, нет желания обучаться самим современным технологиям. Как рассматривается подобный риск? Вельми добре, що нас так само глядять в Бресті, це город на заході Білорусі, на межі
Польщі. І сподіваюся, що наша конференція це так само одна з форм дистанційної едукації для людей, які глядять наш курс в інтернеті. Це правда. Питання у тим, як мотивувати викладчиків, як вони використовували, коли у їх стільки праці по інших задачах. Викладати треба шмат, экзамены и все такое, як это увеличивается, и, напевно, проблемы подобные есть во всех краинах. Каждый мог рассказать добро. Я не думаю, что это большая на самом деле проблема, потому что подавляющее большинство преподавателей, во всяком случае все работающие у нас, они готовы использовать. Другое дело, что сделать на нормальном уровне хороший учебный курс, который бы готов был для онлайн-обучения. Вот здесь было данные по муковским курсам голландским от 100 до 200 тысяч евро. Ну, у нас, конечно, эти расценки гораздо ниже, но тем не менее, это стоит и времени, и затрат. Вот здесь, наверное, есть проблема. А желание работать, честно говоря, вот я как организатор, и считаю в этом деле человек, я не вижу больших проблем с точки зрения подготовки преподавательских кадров, которые уже работают в этой системе, скажем так. Так, зараз кожен викажеться, потім не лише. Well, regarding your question, we face this issue as well, and there are three pillars that we managed to handle. The first pillar is money, of course. Some of this work was funded by the university. We encourage lecturers to provide some materials, especially what I have mentioned about these customized textbooks. These people were paid to prepare textbooks for their classes, for their courses, especially for them. Second thing is enthusiasm, some kind of enthusiasm, because among the people that are in IT, in computer science, but in general in technical sciences, a lot of them are looking for new tools all the time, because there is a sentence of lifelong learning. So not only students, but also professors and lecturers must learn themselves for that. They prepare some materials in this electronic format, in this e-learning format, the notes. So once people notice all these things, I agree with many of the points raised. I work mostly with social scientists, and they don't like technology, so they run away and realize quality of teaching increases. Like I said, if you do this blend of on-campus and online, you combine this and you increase quality and you increase efficiency, then they start listening and they start practicing as well. But money is absolutely, money and time is very necessary. Я согласен с своими коллегами. Вот по опыту нашего университета больших проблем с преподавателями, работающих по станционным высоким технологиям, на самом деле нет. У нас университета на первом месте, конечно, это считать административные ресурсы. Никто не хочет иметь проблемы с вышестоящими руководителями. На втором месте энтузиазм. Действительно, все понимают, что если мы сделаем относительно нормальный курс, мы будем потом проще самому преподавателю. Не надо будет там каждый день общаться со студентами, они те же вопросы по 25 раз отвечать, все сделал нормально, это чуть-чуть вмешиваешься, чуть-чуть занимаешься руководством и творческой работой. Ну и у нас на третьем месте тоже деньги. Какие-то деньги нам ректор платит за создание и модернизацию курса. Спасибо. Yes, just maybe one or two words. Well, the e-learning material, the electronic material is also a nice field for any feedback, even from students. And these improvements that lecturers make actually
feedback is forgetting. You forget what the feedback was. I can also add from my own perspective, because I teach at one London-based university, and there we have our own motivation to do more blended learning and online learning. For example, I'm teaching on an LLM program for law students, and we have a partner institution in Sri Lanka, and the number of and this partner institution is basically using our material, so it's a blended kind of, it's not entirely online, but it's a mix. And the number of students in Sri Lanka is almost 3 times higher than the number of students in the UK. And now that the UK government, like I can see Ian here, representing Her Majesty, is trying to make even more restrictive visa regulations in the country. So, and the universities, particularly those which are not at the very top, are very scared, because if you restrict visa policies, then you don't allow that many students, and then all the numbers are going down. So there is an additional incentive for universities actually to go online, either entirely or to open satellite campuses in mainland Europe or in Asia. And if there will be time, I will say a few more words on this point. But let me stop here and pick up the next question, please. Меня зовут Ирина Гулей, я представляю агентство «Твое завтра», громадская организация. У меня питання до всіх виступовців такое. Скажіть, будь ласка, техніка увесь час вдосконалюється, технології так само увесь час міняються і вдосконалюються. Навчання викладачів, які роблять програми, або тих програмістів, які обслуговують дистанційне навчання, це задача їх самих ці університетів? Кто хочет сказать, бесплатно, так как это? В обществе сегодня, конечно, их самих. И в обществе того университета, который проводит эту программу. В самом случае, в нашем опыте. Часом варто потлумачити викладачикам, що треба така система, у якої треба шмат вкласти часу у цей продукт, але потім воно окупається. Це по-англійськи називається upfront costs are very high. Тобто треба шмат вкластися, а потім уже трошечки міняється. Коли люди це розуміють, то коли адміністрація університету може цьому сприяти, наприклад, даючи які пальовки з кількістю годину, які треба викладати на тиждень, не потребуючи шмат у яких інших сферах, скажімо, один семестр, то це дозволяє фокусуватися більше на цій темі. Я думаю, що моїм колегам є інше міркування. Well, in our institution, we faced the same problem, and the problem was even more spread to even not only to academic teachers, but also to elementary school teachers and high school teachers. So, of course, the answer is money. We had some programs that allow us to open some courses for undergraduate teachers from undergraduate schools. And for the teachers of our university. Nevertheless, most of these people who work who collaborate with us are these enthusiasts. So they train themselves. They look for solutions for other tools that we use. And lots of these people who I know, not only from our university, but from the e-learning community of Poland, are actually from the social sciences. Social sciences. A lot of these people are librarians, and perhaps this is the place where you should look for hidden talents and hidden sources of enthusiasm. Thank you. No more interventions on this. Okay, so let's move to the next one, please. Владимир Анатольевич, я за вопрос несколько слов скажу о том, как мы смотрим на электронное обучение. Для нашего института это один из приоритетов. И, в общем-то, мы ушли от понятия энтузиазм по работе. Для того, чтобы стимулировать работу наших преподавателей, участвовать в электронном обучении, это является
сказать, что есть аудитория, есть человек, который находится вне аудитории, и ему нужно просто инвестировать или вовлечь в эту аудиторию. Но это, будем говорить, симуляция. Симуляция просто онлайн face-to-face обучение. Но когда рассматриваем именно электронное обучение, именно электронные технологии позволяют вообще изменить всю педагогику обучения. То есть у меня вопрос к нашим гостям с Польши и Голландии. Проводите ли вы исследования в рамках каких-то центров или в рамках ваших подразделений, исследования по электронной педагогике? Как вот эти новые технологические возможности трансформируют весь учебный процесс? Ведь здесь масса всяких возможностей, которые в конце концов влияют на качество подготовки специалистов, процессов и вообще можно того же специалиста, которого мы учим в университете там, 3, 4 или 5 лет, то есть гораздо дольше будет на выходе, он будет иметь такие же компетенции, как и тот, который теряет время, контролирует там всякие другие мероприятия, которые, в общем-то, затратны с точки зрения времени. Who would like to represent from Poland or the Netherlands? Do you want a summary of the question? Okay, if you can если так в одном предложении, то на чем сделать фокус в ответе? Исследование электронной педагогики, насколько является предметом для обсуждения, для внедрения и для исследования. Если да, то какие практические результаты внедрения? So are there any specific studies dealing with the online pedagogy? We saw an example of one study that you already did, but are there any others? Well, this is a very important issue. Actually, we have not conducted such research, such investigation. However, all of our students are actually not distance learning students. We do not distinguish them, but they are the students of the faculty. They have the same classes, the same lecturers, and they prepare the same graduation projects. And they defend these projects in front of the same committee. So the diplomas are the same, and we assume that the quality of this kind of teaching is the same. Of course, this is the ideal model. The practice may be slightly different because of the fact that we are a technical university and our students do not have sufficient access to the hardware or to laboratory to obtain skills that are necessary in working with some hardware. However, we do all our best to remove this gap, to fill this gap. But no formal research of them. I'm reminded of a research I read about American online distance learning, and that actually their students scored on average higher than normal students. But I think we need to remember the context, of course. Those students were very motivated and have different motivators than I'm hearing, military issues, etc., that these students don't learn to deal with. So that's very relevant, I think, for research results as well. We should look at that. This, and in my sort of MOOC blended learning kind of world, this Friday I'm actually going to a PhD. A friend of mine is receiving a PhD with research in blended learning. There actually in the Netherlands, the awareness is there about how we can start using this, but we need to improve a lot more to make online learning as effective, I think, as face-to-face. This is what I've seen until now as well. I can add that at British universities, for example, there are usually specialists who are very knowledgeable about how to use all those online learning technologies, and some of them have special training. And I'm myself doing research at the
UCL Institute of Education on online learning in legal education. So we're trying to understand how effective using the video is as compared to regular in-class instruction. But I think on average, people don't know that much because it sounds very scholarly, but on a practical level, if they see good examples, they may very well follow, and that's my experience. Мой вопрос адресуется белорусским участникам дискуссии и связан с тем, что в этом месяце студенческая ассоциация Европейский студенческий союз, European Students Union, и, как мы понимаем, мы получили большой доступ к пулу экспертов, к правовой базе, к нормативным документам, к разработанным методикам со стороны студентов на участие в его и насколько было бы интересно белорусским вузам и белорусским институтам, занимающимся проблемами электронного дистанционного обучения, получить этот опыт в виде совместных проектов, в виде визитов экспертов в Беларусь, в виде наших визитов в любой из студенческих союзов, любой страны, которая входит в Европейский студенческий союз. Насколько вы рассматриваете перспективность для такого рода взаимодействия между организациями? Я считаю, что любые контакты, любое взаимодействие всегда полезно. Всегда полезно узнать чужой опыт, попытаться его внедрить и каким-то образом использовать. Так что если есть возможность сотрудничать, то мы всегда за. Пожалуйста. Вы можете вот здесь встать, когда вас будут видеть наши миллионы зрителей через интернет. Я не думаю, что в этом есть большой секрет. Я не очень давно, на прошлой неделе, это было, выступал на международной конференции по проведению информационных ресурсов. И хотел бы сказать о некоторых вещах, возможно, аудитория просто не знает. Значит, Министерство образования в этом году финансировало проект, это была организация министерства по Министерство образования профинансировало проект в этом году, в котором мы участвовали, по, скажем так, по проекту облачной системы дистанционного обучения, нормативной базы и методического обеспечения. Значит, о чем идет речь? Значит, предлагается создать
Значит, понятно, что вот с точки зрения обучения здесь спрашивали про методики и электронную педагогику. Значит, хочу сказать следующее, что вообще говоря, образование это очень международная сфера деятельности. В этом смысле большинство ресурсов, значит, в интернете студенты должны владеть иностранным языком, достаточно лишнее. Вот, поскольку это говорит о квалификации преподавателя и кругозоре студентов, то есть на самом деле в интернете имеется масса образовательных ресурсов, и только искусство преподавателя позволяет это сделать. На самом деле это не затратно, если не переписывать что-то. Значит, тем более, что если кто-то знает, что такое облачные технологии, то вот министр Шевко, который выступал на конференции, который золотое правило облачных технологий. Запись объекта должна быть единичная, обращение к нему многократное. То есть многократное переписывание информации в архиве и создание собственных репозиториев – это тупиковый путь. То есть если этот ресурс где-то уже есть, на него нужно просто ссылаться. Спасибо. Вот, а вопрос, значит, в сторону вот, выступавших здесь, значит, здесь спрашивали про педагогику, значит, а вопрос такой, проводились ли исследования, ну, я бы сказал, в большей степени физиологического характера, потому что, ну, есть психологи, которые пишут, что, например, в раннем возрасте, это, может быть, не касается студентов вузов, но детства, говорится о том, что более 70% информации передается невербальным образом. Вот насколько велика эта потеря при обучении, и можно ли ее, ну, скажем, выразить в рублях, долларах, марках или что-нибудь? Так, вельми цікаве питання. Я навіть спробую сам сказати, бо це одна з тем, які я роздимаю своїм дослідженням для Інституту адукації Університетського коледжу Лондона. Один з перших людей, які писали про те, що люди учатся з контексту більше, ніж від викладчика, був Выгодский. Ми можемо увидеть такий дослідчик. І це наш земляк. Так? Він народився в Гомелі, і потім працював у Росії. І ось він довідує, коли читати книги про дистанційну едукацію, про використання електронних технологій, один з самих цитуемых авторів. Він жив до початку 20-го століття. У Білорусі мало про його відомості, але ось хто цікавиться, можете почитати. Лев Выгодский. Ну, самый знакомитый, так сказать, психологов едукації. І у ті часи, коли він писав, не було, зрозуміло, інтернету, не було технологій у такому стані, у яким тепер. І тому вже послідовники Выгодского означают так само, что одно из проблем в дистанционной эдукации в том, что немає такого контакту непосредственно с лектором, немає непосредственного контакту с группой. И тому идея разговорка основная тема про то, как можно заменить такую интеракцию у физическом свете на интеракцию у электронном свете. И тому там пропонуется и використовувати і онлайн-чати, і дискусійні форуми, і різні відеоконференції, і різні симулятори і так далі. Тобто зараз ідуть спроби зрозуміти, наскільки технологія це може все реплікувати. Ось. І з цим, зрозуміло, є складності, тому що одна справа, коли приходиш у клас, інша справа, коли треба придумати з допомогою електронних сроків. Я бачу, що ви хочете мені щось сказати. Возможно, только шутка. Потому что, когда я учился, все прекрасно понимают, и сейчас сидящие здесь понимают, что студенты, которые сидят на первой парте, не стоит преподавать. Учатся лучше, чем студенты, которые сидят там на первой. Это электронно. Всех посадили. Есть дослідження в Америці, таке дослідження, що навіть онлайн-едукація легше за звичайну едукацію, по неких показниках, по неких дисциплінах. Але такого, що однозначно сказати, що це онлайн, чи стаціонарне, такого немає. Ну, але як вже враховували різні форми, потрібні для різних ситуацій. Just to add to this discussion, I don't have an answer, but I'm very curious how this technology will change distance learning and education, because this is the most emotional technology we have right now. Everyone is, addicted
Я еще раз говорю, вот если говорить про сегодняшнюю белорусскую ситуацию, то нас, да, единственное, что, наверное, немножко сдерживает, это вот необходимость исключать студентов, а потом восстанавливать тех, которые вовремя не освоили. Но, с другой стороны, это определенный заработок за каждое восстановление, он платит. А с другой стороны, в общем-то, это, наверное, если работать, у нас тоже было какое-то количество студентов с ограниченными возможностями, это невозможность экзамена для них не в очной форме. А если говорить про белорусских студентов, с иностранцами мы проводим экзамены дистанционно, то проблем больших нету. А что касается белорусских студентов, то в силу того, что наша страна сравнительно небольшая, я не вижу больших проблем, если они приезжают на сессию. И, в общем-то, к сожалению, еще раз повторюсь, что менталитет очень многих студентов таков, что это хорошо, что они приезжают на сессию. А вот даже хотел спросить, а как вы контролируете в дистанционном образовании, что, например, тот человек пишет экзамен, который зарегистрирован? У нас экзамены очные. Вот это большая проблема российского дистанционного образования, когда они сдают экзамены. Вот компьютер, вот набор тестов, а кто за этим компьютером и кто рядом с этим компьютером, здесь вопрос как бы не волнует учреждение образования. Но с другой стороны, это вопрос работодателя и этого студента. Вот когда наша жизнь станет таковой, что я приду на рабочее место, я приду с дипломом и не покажу знания, тогда работодатель скажет, что ты меня обманул, и я с тобой не хочу иметь дело, и это для меня будет крест на всю оставшуюся карьеру, вот тогда в общем, эти все вещи будут исключены. А сегодня у нас очные экзамены, поэтому такой проблемы. И Шри-Ланки будут ездить в Нет, Шри-Ланка будет там учиться. С иностранцами нет. Шри-Ланка будет там, туда мы будем ездить на экзамен. Правильно. Это за их счет. Окей, давайте ми зараз є такі питання візьмемо, 34, і потім вже буде опошній раунд. На удокладнення, одно питання на удокладнення, і потім ще ніяким розбираємо. Будь ласка. Як організована операція ваших філіалів? Що конкретно уявляють свої філіали дистанційних інститутів адвокації? І ці такі ж там широкі, ці такі ж там вузькі спектр дисциплін, які пропонуються 34? Так, давайте разбираем. Я так само хотел задать это питание, потому что, ну, правда, я не веду, что в белорусских университетах есть филиалы в таких разных краинах, как Таджикистан, Египет, Грузия, и все есть конкуренция, например, есть с Украиной, нечто подобное, этим может с Латвией слышать. Это было одно питание. Короткое питание. Ну, во-первых, маленькое уточнение. Вообще, собственно говоря, сегодня, когда вот есть то, что называется большие числа, да, то есть вопрос идентификации, вообще не является проблемой. Да. Мы обсуждаем его проблему вчерашнего. Ну, вопрос, я хотел бы вернуться все-таки к теме нашей конференции, как же права человека. Понимаете, дело в том, что замечательно, что у нас скорее всего появится в кодексе образования новая как бы, форма обучения, дистанционная, но это конституция, которая записана в том, что у нас есть право на бесплатное высшее образование на конкурсной основе. Пока это была форма заочного образования, вопрос о платности, безусловной платности, да, у вас же нет бесплатных мест на дистанционной программе. Он мог как-то так обходиться стороной, но сейчас, если это будет отдельная форма, значит, возникнет вопрос о бесплатном дистанционном образовании. Это просто конституционная норма. И это очень серьезный вопрос, я говорю о правах человека, потому что мы постоянно поднимаем вопрос о доступе к высшему образованию через дистанционное образование для инвалидов. Они должны иметь такие же права, как и остальные.
остальным на бесплатное дистанционное образование. Ian, would you like to ask a question? I saw that you were raising your hand. Yeah, thanks. Ian Fox. Yeah, Ian Fox from the British Embassy. Fascinating discussion, and this may have come up in the previous session, so forgive me. But I'm interested in knowing if there's been any research in the Netherlands or in Poland or in Belarus linking distance learning and e-learning to economic growth. So I'm just curious about that, because for us there's a link here, and it's about choice as well. There was a slide I think the Polish team put up about the ages of people that are doing distance learning, and there was a lot of people around the 30-year-old bracket who are interested in distance learning. There was also, I think, a slide from the Netherlands which showed the number of people curious about the learning, the MOOC, but then not actually taking that forward into distance learning themselves. I think it was 40,000 people showing interest, and then only 3% actually following that through, which was actually 3% is quite a lot of people, to be honest. But I just wondered if there was any research which underpinned the work that you're doing, linking this work to the economic growth of your particular countries. Thank you. Thank you. What will that be the last question? I think that will be the last question. Дмитрий Клубничий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований. У меня вопрос касается интернационализации белорусского образования, потому что, вступая в экономическую семью Европы через Болонский процесс, мы должны представлять не только, что мы можем взять, скопировать, использовать, но также представлять, что мы можем дать нашим академическим коллегам из Евросоюза. Поэтому вопрос, в каких областях образования Республика Беларусь, возможно, могла бы поделиться опытом с европейскими коллегами, чтобы не быть голословным, представители с могут подтвердить факты. IT-специалисты из Беларуси сегодня известны во многих корпорациях, и благодаря тем миллионам стартапам, которые они смогли продать. Вопрос, какие сферы еще могли. Дякую велике. Я пропоную таким порядком, кожен чоловік не більше хвилинки порозважав на твоє питання, яке вас найбільше доторкнуло. Okay, would you like to take the floor? Yeah. Well, thank you for the question, linking distance learning to educational growth. I'm afraid I have a short answer is no, but the long answer would be, of course, we live in a world now where lifelong learning is necessary, and how to combine working and learning, and distance learning is, of course, one of the forms to do that. And also, we look at research that LinkedIn has been doing about jobs that will be coming. We don't have educational programs for jobs that are coming, so we have to keep learning, and distance learning is one of the ways to make learning more flexible and easy. So I would assume yes, but I'm afraid I'm not aware of concrete research in that regard. And a question about how would Belarus share with other European countries online, that's certainly one of the things that I was thinking about coming here. And one of my concerns as well, when I look at all this free education coming online from primarily, we need more diversity in online courses online, because otherwise the vocabulary becomes more limited, the learning becomes more limited to specific cultures and viewpoints, and we need a more diverse pool of online knowledge, I think. So I would only be very enthusiastic about online programs being generated from Belarus and seeing those online. Thank you. Well, I would like to answer your question. The answer is no. There was no research regarding this matter. However, we can spot differences in the profile of the student. Nowadays, our students of our center, are very frequently located in the United Kingdom, in Norway, in the Netherlands, and this is a great opportunity to use these kind of techniques, distance learning and e-learning, to give this opportunity to raise their knowledge and obtain a degree. Otherwise, it would not be possible. Okay, mobility is the first issue, and actually, time flexibility is the other thing. Without these techniques, and with a ton, with a mass of
okay to provide them to external institutions. But since Polish universities and most likely Belarus does not offer courses in domestic language, if you start to offer such a course for Polish or Belarusian speaking students, it becomes a problem because of some kind of lack of interest from the side of the students. But if we overcome this limitation, the sky is the limit. Thank you very much. Некое слово у вас. Ну, то, что касается бюджетной формы, насколько я знаю, в УИР есть бюджетные дистанционные студенты. Сейчас нет, да? Ну, что касается нас, ну, были, во всяком случае, я помню, при Красовском. Что касается нас, то сегодня у нас есть бюджетная форма на аналогичную специальность на обычном заочном отделении. Когда появится соответствующее законодательство, возможно, оно будет у нас, я не готов говорить. Что касается филиалов, большинство филиалов, которые открыты в БТУ, а это филиалы дистанционной формы обучения, это филиалы, работающие по принципу 2-3 года обучения на родине, и потом до обучения их здесь, в Минске. Что касается вот тех филиалов, которые совсем далеко, в общем, то там обязательно будет использоваться дистанционные формы обучения, но уже тех студентов, которые там будут учиться. А то, что касается вот какие специальности, ну вы знаете, в БТУ я не могу сказать точно, но где-то больше 20 эразмус-плюсовских и темпусовских проектов сегодня. Это говорит о том, что вот тот опыт, который есть даже у нас, я думаю, что он востребован и интересен в Европе. А практически все студенты, я могу даже сказать про своих студентов, наших закончивших, они работают all over the world, если так говорить, везде в мире, от Сингапура до я не знаю где. Поэтому все зависит от конкретных людей, а преподавание здесь, преподаватели, я не думаю, что они существенно отличаются от нас. Дякую, Леонід. Давайте подякуємо всіх. І, напевно, літерально 5 хвилин я підсумую некоторые речі, які особливо, наприклад, мені запомнилися ця конкретної конференції, і посоветую, ми вже перейдемо до зовсім неофіційної частки нашої програми. Ну, в першу чергу, конечно, тешить то, что атрымалася нам собрать представников таких разных организаций. И державные установы были, и университеты, и представники громадянской супольности, студентской супольности, представники з 3 країн, навіть Польща у студії у нашій залі присутнічують. Тому це привело до того, що атрымалася, мені здається, доволі цікава дискусія і конкретна дискусія. І ми робили нотатки про найбільш значні речі, які не були ілюстровані у працівних паперах. І тому, можливо, ваші ідеї, які ви тут виказали, будуть використані у цих паперах. І коли казати про першу панель, ну, зрозуміло, що перед Білорусі доволі довгий шлях до того, як цілком відповідати тим потребуванням, які ставить Болонський процес перед країною. І була у нас дискусія про те, що прозрістість регулювання, уділ різних боків, різних стейкхолдерів у прийнятті документів, у стандартизації потребує значно більшої праці. Але вже є прогрес і про модульну едукацію йшла говорка, і про інше, про стандартизацію. І розмова була доволі технічна для тих людей, хто не зовсім у цьому розбирається. Але, напевно, ті, хто брав її уділ, це правда була для їх ще більш корисна, ніж для нас. Так само була цікава дискусія про коштовності і про якість едукації. Наскільки важливо йти шляхом Болонського процесу, ці це справді поліпшає якість едукації, ці можна ліпше сфокусуватися на інших, більш практичних моментах, чим, наприклад, на академічній свободі. І ми бачимо, що так само немає однозначного відказу. Ну і цікаво, наприклад, для мене було те, що система середньої едукації у Білорусі
зусім не рэфармаваная, і гэта моцна тармазіць развіццё вышэйшай адукацыі таксама. І тое, што Беларусь дагэтуль адстае па некаторых па шмат якіх пунктах у балонскім працэсе. Пра беларускую мову было цікавае пытанне ад Андрэя Данько, і здаецца, што зараз беларускія ўлады больш цікавяцца гэтым пытаннем і больш спрыяльна да гэтага ставяцца. І нават у нас быў дэпутат з парламенту, які пра гэтае пытанне задаў. Ну і пра бізнес-адукацыю было цікава, частку ўжо я момантаў сказаў, але сапраўды, мне здаецца, тое, што сказаў Даніэль, вельмі добра ілюструе сітуацыю ў Беларусі, што добра аналітычныя здольнасці, добра, напэўна, матэматычныя, тэхнічныя здольнасці, але калі ідзе гаворка пра прэзентацыю сябе, пра продаж сябе, пра нейкае афармленне, тут сапраўды ёсць шмат над чым працаваць. І, напэўна, гэта адна з тых сфераў, дзе больш тэхнічна накіраваны універсітэты і установы могуць супрацоўнічаць з менш тэхнічна накіраванымі і сапраўды вучыцца ад іншых краінаў, якія дасягнулі поспеху ў той ці іншай сферы. Для мяне было таксама цікавая заўвага пра тое, што такія ёсць всплескі іміграцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў, і што Беларусь лідзіруе ў свеце, не ў свеце, ў Еўропе, здаецца, нават калі лічыць напэўна, на душу насельніцтва па колькасці студэнтаў, якія вучацца за мяжой. Даволі цікавая статыстыка, прафесор Дунаева, я пра яе раней не ведаў. Цешыць таксама, што былі пытанні, якія зададзеныя з рэгіёнаў, праз інтэрнэт, і што тэхналогіі сапраўды працуюць дыстанцыйнай адукацыі. Пра саму панель дыстанцыйнай адукацыі у нас ўсё яшчэ вельмі свежа ў памяці, таму, напэўна, няма сэнсу падсумоўваць, але важна, што універсітэты, якія ў першую чаргу у тэхнічных сферах працуюць, яны маюць сур'ёзны прагрэс у гэтым. І каб гэты прагрэс можна было неяк таксама падзяліць з універсітэтамі, якія больш гуманітарна накіраваны, праз нейкую цэнтралізаваную дапамогу, напрыклад, як вось у Нідерландах Міністэрства адукацыі вельмі сур'ёзна гэтым займаецца. Я думаю, што ў Беларусі сапраўды можна было дасягнуць вельмі высокіх вынікаў за даволі кароткі час, тому што інфраструктура ёсць, ёсць тэхнічныя спецыялісты, зноў жа трэба проста, каб быў добры менеджмент, каб была добрая бізнес-адукацыя, каб падрыхтаваць менеджераў і каб распаўсюджваць экспансію беларускіх універсітэтаў ад Шры-Ланкі да Грузіі і да іншых кропкаў зямлі. Напэўна, на гэтым мы спынім афіцыйную частку праграмы. Я вельмі удзячны тым, хто браў удзел у арганізацыі гэтай канферэнцыі. Вадзім Смокаў, у першую чаргу, Рыгор, сама Аліса, яшчэ адзін нас стажёр тут не прысутнічае. І трэба ўзгадаць таксама удзел Войцеха з Бароніча Смалінскага, які знаходзіцца ў Варшаве і не змог да нас прыехаць, але ён быў адным з тых людзей, які прапанаваў гэтую канферэнцыю. Напэўна, ён зараз нас глядзіць з Варшавы праз інтэрнэт. І сапраўды добрая ідэя, добрая рэалізацыя і добры прыклад, я спадзяюся, супрацы паміж Беларусю, Нідерландамі і Польшчай у такім канкрэтным накірунку вышэйшай адукацыі. І зараз, паводле праграмы, у нас фуршэт і будзе таксама невялічкі канцэрт класічнай музыкі, у якой будзе таксама невялічкі аповед ад музыкаў, ад Алексея Фролова пра культурныя сувязі Беларусі з Польшай і з Нідерландамі, якія ідуць шмат стагоддзяў у гісторыі. Таму дзякую вялікі за ўвагу і будзем працягваць ужо іншым памяшканнем. Хотел бы еще додать, что отделение можно покинуть тут, верхнее, у гардеробе, потому что до 11 годины тут будет сидеть администратор, и вы можете прийти после музыки забрать. Не нести с собой в банкетную залу все свои вещи.